Хорошо, сейчас мы скажем. Презентация удвоенного времени. Сейчас. Вон туда еще. Освобождаете, мадам. Ее нет в зале. Они еще не пришли. Я говорю, а что раньше? Пойдемте. Вот, да. И там их две, одна есть Нет, еще. Нет, еще. Вот тут вот есть сидит, она. Вот она в третьем ряду, вот она в третий ряд девочек самая первая. Татьяна Васильевна Николаева есть? Татьяна, она и есть Татьяна. Жевская. Спасибо.
секундочку, внимание. Николаева Татьяна Васильевна и Семина Елена Анатольевна. Подойдите, пожалуйста, вот к тому столику, презентации свои скиньте на выступление. Ой, Господи. Так, сейчас мне нужно, во-первых, извиниться перед всеми и сказать, что мы начнем буквально через пару минут. Уважаемые коллеги, это я еще не здороваюсь, это я прошу прощения за то, что мы уже задержались на 5 минут, и пообещать, что лично я через 1,5 минуты буду готова. Я надеюсь, что за это время кто-то еще подойдет из тех, кто хотел бы поучаствовать в нашей работе. Простите меня, пожалуйста. 2 минутки еще. Так, это лучше убрать куда-нибудь. Это не ваше, Надежда Михайловна? Это мне принесли. Ага, давайте я вот на тот случай, потому что Ага, устраивает. хорошо, так, очки мои. Ага, Сейчас. пожалуйста. Не могу я. И вон тут не переживаю. Михайловна, вы паузу объявили, да? Да, я сказала, что 2 минуты еще. Я тогда просто проговорю, может, свои Да, объявления. да, которые да, есть. да, потому что я так совсем справлюсь. Да. Да. А вы что, меня вызвали? Так, у нас микрофон какой-нибудь. Все работают. Дорогие коллеги, внимание. Надежда Михайловна объявила небольшую паузу. Мы воспользуемся этим, чтобы сделать несколько объявлений. Это та минутка, которая отведена мне для приветствия и для открытия вот этой лаборатории. Вы знаете, давайте начнем с формулировки нашего мероприятия. Вы видите, не совсем обычно написано «Международный конвент». Мы никогда вот этой фразой не пользовались, вот этим термином «конвент». Почему мы остановились именно на нем? Потому что мы понимаем, слово «конвент» – это как некий большой съезд или заезд библиотек, в данном случае библиотек, объединенных некими общими целями, задачами, на котором нужно будет или было бы принять какие-то очень важные решения. Вот одно из решений, сегодня вообще день презентации этих проектов общих, или этих общих идей для всех вас. Вот прозвучал конвент, то есть мы вас собрали, чтобы выработать некие общие решения. Один из проектов – это вот то, что мы предлагаем организовать некое сообщество и функционировать в рамках каких-то творческих проектов, как сообщество, то есть реализовывать совместные проекты по разным 3 направлениям, которые мы вам озвучили. Это обучение, это культурологическое направление и это направление сетевое. Вот у конвента еще вторая составляющая. Вот мы сейчас, Надежда Михайловна начнет работу, и на самом деле мы сегодня открываем тоже новый проект, межрегиональный проект. Это проект точно такой же добровольно возникший и добровольно существующий. Это межрегиональная, зональная, северная лаборатория по актуальному краеведению. То есть у нас, у Республики Коми, у Архангельской области, у Вологодской области, у Кировской области и же с ними, те, которые далеко от федеральных транспортных траекторий, которые в глубинке севера находятся, которым трудно выехать и которым трудно на самом деле адаптировать в 100% опыт федеральных библиотек или других библиотек, которые имеют очень большие богатые традиции и другой климат. Очень много общего. Мы с вами живем в этой ситуации. Понимаете, у нас короткое лето, у нас много комаров, у нас очень сложная логистика, у нас очень сложная инфраструктура, если говорить о гостевом туризме, да? Мы все одинаковые, но от нас, от всех требуют сегодня брендировать туризм или брендировать нашу территорию. Это одна из тем, актуальных тем для библиотек, это как библиотека может влиться или интегрироваться в систему всеобщего сегодня отношения к туризму. То есть тема такая модная, точка отсчета, туризм, все путешествуем. Как в библиотеке найти это место? А вообще мы предлагаем такую лабораторию сделать
межрегиональную, зональную, северную, вот мы так определили, это чтобы мы все территории, которые друг друга недалеко находимся, как я обозначила, да, Архангельская область, Вологодская область, кому Коми-Пермяцкий край, кому близко приехать сюда к нам, не так затратно. Это первое. А второе, обсудить темы, которые нам всем актуальны одинаково. Вот эта лаборатория, мы предполагаем, вот мы сейчас вам раздадим примерный или проект положение об этой лаборатории, на которой мы предлагаем вам участвовать. Вот как мы будем заявлять, она вообще сейчас по положению прописана, что это будет каждый раз постоянно действующая площадка вот такого Северного форума. Почему мы так заявляемся? Потому что на Северный культурный форум выделяются средства. Понимаете, да? Мы можем вам оплачивать хотя бы чего-то, проживание, питание. Всегда есть некие условия, которые нам поддерживаются. И немножко хотя бы даже и приехать недалеко, да и то хотя бы вот эти копеечки, хоть какие-то вам сэкономить, чтобы вас замотивировать, собраться и пообсуждать эти темы. Вот это один из моментов. Эту лабораторию мы открываем на базе нашей библиотеки. И будем приглашать вас. Пока не определен статус Северного форума. То ли он будет каждый год, то ли раз в 2 года. Пока министр не озвучивает вот эти намерения, я думаю, что вот второй Северный культурный форум, его масштабность позволит ему сегодня с федеральными чиновниками вот этот определить периодичность или статусность мероприятия. Каждый год, конечно, затратно, я думаю, но это мои мысли. Поэтому как только будет объявляться Северный культурный форум, так мы сразу будем объявлять работу этой лаборатории. Значит, как будем определять актуальность тем? 2 направления. Первое. Согласилась быть нашим экспертом, куратором, координатором и вообще главным движущим лицом нашей лаборатории – это Надежда Михайловна Балацкая. Оказалось, что она очень любит северные библиотеки, абсолютно точно может определить уже, кто в каком направлении движется, обобщить и выявить вот эти проблемные точки реперные, которые сегодня будут являться или являются актуальными для нас, для всех. И второй момент, вы сами можете заявлять в наш оргкомитет, который будет постоянно действующим, или рабочая группа по этой лаборатории действующая, вы можете заявлять эти темы, какие бы вы хотели рассмотреть. И вот таким образом сегодня Надежда Михайловна откроет первое такое заседание межрегиональной, зональной, северной лаборатории по актуальному краеведению. Сегодня эта тема звучит как библиотека и туризм. Место библиотеки в этом процессе. На следующий раз будут другие темы. Но тем не менее, я думаю, что вы посмотрите вот этот проект положения. Я думаю, что мы подождем от вас какой-то обратной связи. Хотели бы вы или не хотели бы вы, да, хотя бы потенциально участвовать, интересен вам этот проект или нет. Я думаю, что прежде всего он интересен нашей республике, потому что библиотеки муниципальные редко куда выезжают далеко, а вот собраться на такую площадку, пообсуждать, тема краеведения для всех ведущая. Понимаете, вот это самая тема, на которой можно прорастать библиотекам. Поэтому я думаю, что это будет так востребованный такой проект, и мы вас всех приглашаем быть участниками вот в этой лаборатории. Пожалуйста, до конца марта сформулируйте свои отношения. Хотели бы вы здесь побывать у нас при определенных условиях, определенное время и при определенных обстоятельствах, которые мы изложили в положении. Либо надо туда пересмотреть, да, что добавить. Итак, я открываю первое занятие нашей межрегиональной, зональной, северной лаборатории по актуальному краеведению с темой «Библиотека и туризм». Представляю нашего эксперта Надежду Михайловну Балацкую, очень самого главного специалиста по краеведению Российской национальной библиотеки. Надежда Михайловна у нас уже бывает 3-й раз, и я думаю, что ее занятия наложатся на тот опыт, который мы уже имели или обсуждали с ней, и мы будем прирастать новыми форматами. Надежда Михайловна, мы должны точно укладываться, мы должны в 17:45 с вами закончить и уехать на концерт. Кто не уедет на концерт, они в 16 часов отъедут на пленарное заседание федеральное, поэтому тихо в 16 часов уйдем из зала, а основная аудитория, кто будет продолжать работу лаборатории, остается здесь. Для вас будет автобус в 18 часов. Все понятно, да? Вот мы прервемся на чай, попьем чай, укрепимся и будем продолжать работать. Надежда Михайловна, спасибо. Сейчас я просто уйду вот туда. Вот теперь, коллеги, беру власть в свои руки. Вот смотрите, у меня есть такая штука.
да? Это инструмент управления регламентом на наших всех краеведческих семинарах. Мы люди интеллигентные, деликатные, да? Вот это такой способ объяснить человеку, что он за рамки регламента уже понемножку выходит. Мы начнем с того, что мы надеемся сегодняшним заседанием дать вам представление о наших традициях краеведческих, о стилистике наших семинаров вообще. Свободной, но при этом исключительно по делу. Никогда никакой лирики, никогда никаких разговоров впустую. Да? С уважением к аудитории, которая состоит из профессионалов, которой не нужны лишние пафосные слова. Да? У нас принято каждый доклад обсуждать сразу, и на этой лаборатории до тех пор, пока, во всяком случае, я имею к ней отношение, я и мои коллеги, будет только так. Итак, сразу же объявляю собственный доклад. Это не доклад, это сравнительно небольшое сообщение, потому что для меня регламент имеет такое же значение, как для вас всех. Я попробую очень коротко сказать самые основные свои мнения, свои оценки, свое впечатление о том, как развивается сейчас вот эта проблема туризма как элемента краеведческой деятельности библиотек, какие я вижу и возможности, и тупики. Надо сказать, что это не главное и далеко не единственное направление краеведческой деятельности российских библиотек всех уровней, от самых крупных региональных до самой маленькой библиотечки сельской какой-нибудь в глуши. Но, пожалуй, это самое быстро развивающееся направление и такое направление, которое особенно отчетливо показывает, что рано хоронить библиотеки как активных участников культурного процесса. Рано делать их просто третьим местом, которое может быть только местом, а не функционалом. Еще какой мы функционал. И это особенно, я надеюсь, будет видно на этом форуме. Надо, чтобы никто об этом не забывал, ни из местного руководства, ни из структур Российской библиотечной ассоциации и так далее. Итак, в активной форме вот это направление, связанное с обеспечением и продвижением туризма, развивается в последние, скорее всего, 15 лет. Сказать, что с этого времени все началось, нельзя, потому что информационную поддержку туризма библиотеки осуществляли всегда, с самого своего рождения. За любым туром, за любой экскурсией, за деятельностью любого экскурсионного бюро, за работой любого самого прославленного гида стоят вот эти негры под капотом машины, да, вот те, кто их этой информацией снабдил. И всегда библиотеки при этом оставались в тени. Никогда ни на одной экскурсии не услышишь о том, что все материалы предоставлены нами, нашими библиотеками. И вот сейчас, наконец, в эти 15 лет библиотеки в качестве поставщиков краеведческой информации и этих людей, которые своими ресурсами, своими знаниями, не только ресурсами, а и головами своими, знающими эти ресурсы, продвигают и обеспечивают туристическую экскурсионную деятельность в стране, сейчас нас стало видно благодаря вхождению всей громадной массы библиотек в цифровую среду, когда библиотеки получили возможность продвигать свои эти ресурсы накопленные, демонстрировать себя и своих классных специалистов не только через издания, которые крошечными тиражами где-то оседают, но и там, где всем все видно. Посмотрите, пожалуйста, сразу, как только библиотеки начали это делать, практически в режиме вертикального взлета, если можно так сказать, они вышли сразу на самые современные, на самые крупные формы продвижения краеведческой информации для туризма и для экскурсионной работы. В частности, карты, интерактивные карты, которые блистательно делает сейчас целый ряд регионов. И я хочу сказать, что любимой моей картой является Мурманская. Зайдите, пожалуйста, на сайт «Кольский север» и посмотрите, как битком набитая, туго набитая краеведческим контентом карта, как она превосходно, грамотно положена. Там есть все. Там есть архивные материалы, там есть видеозаписи, там есть аудиозаписи, там есть просто все, что хотите, в любом режиме. Громадный материал по всему Кольскому северу. И выложен он при этом легко, свободно, красиво, просто красиво. Он очень привлекателен. Такие карты есть в других местах, и я надеюсь, что мы сегодня, уверена, что мы сегодня услышим про замечательную, блестяще сделанную карту Национальной библиотеки Республики Коми,
например, с мифологией, я мечтала бы, чтобы вот это сейчас на фоне моего доклада висела бы эта карта, а вы бы ее разглядывали. Другой вариант – крупные и очень глубокие интернет-ресурсы тематического плана. И здесь, конечно, лидер, потрясающий лидер, не отсюда, не с севера, но это Тамбов. Всем библиотекам в пример. Их ресурс, связанный со старинными усадьбами края. То, что они делают сейчас, свежайший доклад был совсем недавно в Вологде, по сельским населенным местам, по утраченным объектам, вот географическим объектам сельским, что их отличает? Огромная работа, которая позади этого ресурса. Мало того, что печатные источники проработаны на все 100, мало того, что подняты все архивные и самой библиотеки, из всех архивов, до которых она дотянулась. Под этим масса исследовательской работы самой библиотеки и волонтеров, которые она очень грамотно привлекает. Это тоже отдельный разговор, на который вряд ли хватит времени. И все это выложено в роскошном ресурсе, в котором есть все вплоть до 3D-реконструкций, вплоть до дополненной реальности и так далее. Ну, надо сказать, что кроме... Да, и еще, например, еще одно направление, которое очень современно по форме, это мобильные версии отличных путеводителей интерактивных, которые делают сейчас многие и которые лучше всех начала делать и продвигает Челябинская областная библиотека. Вот это уже сейчас не фокус, и мы этому рады вместе с челябинцами. Жалко было бы, если бы можно было указать только на них. Мы должны говорить не только о крупнейших библиотеках, но вообще обо всех, потому что уже редко для какой маленькой библиотеки, скажем, новинка проектов на платформе Easy Travel. Мы уже даже не берем доклады на эту тему на наши всероссийские семинары, и спрашиваем с тоской, а у вас что-нибудь новенькое про это? Или снова про то, что можно работать на этой платформе? То есть библиотеки сразу с места в карьер входят в самые современные формы вот этой работы. Они адресуются уже не гидам, не экскурсбюро, а прямо вот конечным пользователям. Блестящая работа, к сожалению, немножко замершая, Вологодская, где интерактивная карта вот такая вот Вологодской области состоит из маршрутов, проложенных читателями, пользователями, и выложенная вот так. То есть тут, вот если бы я попыталась сейчас перечислить все, что библиотеки делают в этом плане на своих сайтах, я думаю, что никому больше времени на выступление бы не хватило. Поэтому хочу сказать дальше. Вот библиотеки вышли из тени, показали себя в этой среде. Что они сделали дальше? Они, не буду скрывать, под напором местных администраций и по причине иногда вполне шкурной, надо набирать статистику посещений, да, и читателей, они вышли на улицу. И когда они вышли на улицу, это снова был успех и победа. Когда первый раз нам сообщили наши коллеги из Карелии, что крупнейших специалистов, высококвалифицированных библиографов приглашают покинуть свои рабочие места, отложить краеведческую библиографию и выйти на улицы в Петрозаводск проводить экскурсии, честно говоря, у нас большое было напряжение, большие сомнения. Она до сих пор остались. Но карелы сразу после этого развернули роскошную программу «Читаем улицы как книги», и сейчас, и следом за ними, это был, если не ошибаюсь, 11-й, наверное, год, или 12-й, за ними следом пристроилось громадное количество библиотек, которые делают так же, как они. Что важно сказать про библиотеки на улицах, про библиотеки как коллективных вот таких вот гидов? Они моментально нашли свое место, свою нишу. Ладно, я могу еще понять, в Петрозаводске, наверное, может быть не такая огромная конкуренция, да, там можно найти нишу, но они нашли эту нишу, простите, в Петербурге. Они нашли эту нишу в Москве, и на экскурсии, которые проводят москвичи, которые проводят вот наши питерцы, ломится народ. Проблема в том, чтобы как-то успевать где-то находить еще сотрудников, которые поведут группу вот сейчас и еще через час, и еще потому, и где такие микрофоны, и как перекрывать движение, когда толпа прирастает и прирастает. Что они сделали? Как это получилось? Они нашли аудиторию, которая не охвачена. Они нашли горожан, для которых это все не проводится. Они нашли семьи с детьми, где нужно учитывать и тех, и других, и строить на тех, и на других. Они нашли одиночных туристов, которые сюда примкнут, а больше-то особенно никуда. И еще очень важно, они нашли, библиотеки начали активно работать на инвалидов.
Туристические бюро это делать не умеют, не хотят, не знаю, наверное, не надо. А вот библиотеки начали. И огромное значение, социальное значение этого направления работы трудно переоценить. Блестящая работа с ними проводилась, надеюсь, что не окончательно заглохла в Новокузнецке, где для инвалидов не только по городу, так что завидуют не инвалиды, когда перекрываются улицы и проводится экскурсия, библиотека проводит экскурсию для инвалидов-колясочников, не только там, а у них были огромные проекты «Шаги по воде» и «Робинзонада», когда этих самых инвалидов возили и водили слепых, глухих, опорников по региону. Сейчас замечательно эту работу делает в новых формах, о которых я еще скажу, Свердловская областная универсальная научная библиотека в самых современных формах. Итак, в этом направлении тоже успех, тоже победа. Я не говорю уже о том, что нет конкурентов в этой работе там, где нет ни экскурсионных бюро, ни музеев, ничего. То есть Россия охвачена именно нашими туристическими услугами, именно нашими. Еще одна вещь, очень важная. Библиотеки, выйдя вот на этот вот рынок, выйдя на него со всем тем, что положено делать вот тем, кто занимается туристическим обеспечением, нашли свое место не только в том, что они встроились, не только в том, что они научились делать то, чему их, в общем, изначально не учили. Они научились делать то, чего другие не умеют. Смотрите, наши северные территории, не населенка, не обеспеченность громадного числа пространств вообще какой-нибудь информации. Ты не найдешь там печатных источников, и вроде бы нечего смотреть, да? Только библиотеки умеют покрыть своими материалами вообще любую точку территории, любую, вот эту самую безнадежную, где комары, болото и пара покосившихся зданий, да, в бывших населенных местах. Два направления, красивых одинаково. И тут то же самое современное. Сейчас объясню, почему. Первое – это такая символическая информация. Это то, что связано со слухами, воспоминаниями, мифологией. Рассказывают что, да? Вот это то, что на самом деле блестяще сделала библиотека Коми, когда смотришь на карту физическую, особенно северная часть, болота и комары, и печальный взгляд, и леса. Грибы есть, но, в общем-то, особенно, да? А когда смотришь на карту Коми, на мифологическую, она яркая, она сверкает вот этими самыми мифологическими существами, и хочется вот в ту самую ненаселенку. Это первое. Инициаторы, организаторы, люди, которые в философском смысле этот вариант обеспечили, это ярославцы, конечно. Это ярославцы. На любом пустом месте вот это все покрывается интереснейшими историями о том, что про это место рассказывают. Или, например, что то же самое, литературными текстами. Вход в краеведческие ресурсы через цитаты, через красиво выбранные, это проявление самого современного, еще совсем свежего, ненадеванного, можно сказать, направления – эмоциональное краеведение. Неправда, что наша задача только напихать в людей информацию. Еще важнее создать у них внутри какой-то эмоциональный образ, связанный с местом, эмоциональную память. И вот это не слова, а новое направление, которое уже имеет поддержку такую вот философскую. Разрабатывается оно у нас в Питере, в нашей Российской национальной библиотеке, которую я имею честь представлять. И это самый пик, самое новое, самое современное, что можно делать. Второе направление. Что делать, когда у тебя ни одного памятника на расстоянии, не знаю, 300 километров? А можно посмотреть, там ведь люди живут. И человеческая история, история простых людей, их рассказы – это потрясающий совершенно материал. Что нужно сделать, чтобы покрыть это пространство? Да нужно просто записать устные истории этих жителей. Нужно создать свой архив. Нужно вот этот архив научиться обрабатывать и продвигать вот в этих самых местах. У нас есть мало того, что у нас уже громадное количество библиотек включает архивные материалы из своих фондов как материал, как основу вот этой экскурсионно-туристической деятельности. В саму работу, вот в сами экскурсии включаются носители этой информации. Когда вы ведете, допустим, экскурсию в Вологодской области к родным местам писателя Василия Ивановича Белова, вы встречаетесь с самими жителями, которые сами могут рассказать свою историю. И вот эта человеческая история – это тоже очень крутое направление, и самое современное, я могу сказать, с чем это еще связано. Сейчас библиотека иностранной литературы развивает прекрасный проект,
которые мы поддерживаем нашей секцией и нашей Российской национальной библиотекой, и будем помогать им во всем и сотрудничать. По-английски это звучит как «life beyond tourism», то есть людям во всем мире надоели лакированные туристические маршруты. Надоела вот эта глянцевая информация, посмотрите направо, посмотрите налево. Люди изо всех стран хотят в месте, которое им интересно, видеть реальную жизнь, видеть разговаривать с людьми, смотреть, чем тут кормят, куда ходят, как занимаются сельским хозяйством, реально. И вот этот уровень, собственно, понятно, да? Вот мы его и обеспечиваем. Привести в село, в котором нет памятников, но есть интереснейшие люди. Вот, скажем, вот в Коми так просто такой народ потрясающий. Такой интересный. Вот это как раз сюда. Вот это самое новое направление, которое, надеюсь, что будет обеспечено еще, так сказать, инфраструктурно, это сюда. Дальше. Библиотеки научились, то, чего не умеет никто другой, научились делать из туристической деятельности безотходное производство замкнутого цикла. Екатеринбург первым придумал делать так, чтобы на экскурсии не только мы отдавали информацию, но и люди, которые нас слушают, отдавали информацию нам. Что делают молодцы, замечательные наши коллеги из Екатеринбурга? Они проводят не экскурсии, а краеведческие прогулки, в которых нет монолога ведущего. Есть разговор, в котором незаметно для слушателей ведущий провоцирует, умно, тонко провоцирует вступление в беседу тех, кто слушает. И человек спонтанно, неожиданно для себя вдруг оказывается в кругу слушающих рассказчиком. А когда он что-то рассказывает, а потом он сам незаметно для себя оказывается в отделе краеведения областной библиотеки, где у него уже взяли записи устной истории, где обработали. И это, почему я говорю об этом более подробно, чем об остальном? Потому что вот это стратегически принципиально другое направление. Дело ведь не только в том, что у вас останутся ценные материалы, и с каждой экскурсии они будут прирастать. Вы никогда не выйдете в тираж, рассказывая одно и то же. А дело в том, что краеведение все абсолютно, оно про, оно про самооценку и самоутверждение людей через присутствие в городе, через статус рассказчика. Вот это, наверное, понятно. Это принципиально важно, и туда тоже ходят толпы. И вот, кстати, ровно эта форма используется для инвалидов. Вы понимаете, как важно их поддержать? Сделать их из людей, которых все обслуживают и заглядывают в глаза, в людей, которые всем интересны, просто потому что они носители этой информации. Что остается сказать еще? Библиотеки очень быстро, буквально стремительно наладили собственную организацию этой работы. Практически в большинстве уже регионов есть огромные программы региональные по развитию местного туризма, куда библиотеки моментально вписались как главные. Как главные, впереди музеев, впереди турбюро. Сразу понятно, что они главные. Во-вторых, крупнейшие общерегионального уровня проекты, правда еще редкость, проекты по развитию туризма целиком в регионе. Это, конечно, краеведение плюс в Иркутске. Может быть, Лариса Александровна найдет возможность какую-то пару слов сказать об этом, да? Целая система. И даже там, где это не организовано еще целиком, ну, еще Бурятия, конечно, потрясающая работа, посмотрите в ту сторону, как они умеют делать крупнейшие проекты и втягивать туда все библиотеки своей республики. Но даже там, где такой системы нет, построились умно и точно сами публичные библиотеки. Информационно-туристические или туристско-информационные бюро стали уже нормой структурного подразделения публичных библиотек. Когда-то они начинались как волонтерские. Вятские поляны, Алтайский край, как молодежные, они и остались волонтерскими отчасти, но теперь у них есть крепкая основа, которая не позволит им никуда деться. Налаженные отношения с властями, да, но еще часто с корпусом депутатов. Это Петропавловск-Камчатский, где дрессированные уже библиотекой депутаты понимают, куда надо нести деньги и чему надо помогать в этой работе. То есть эта работа уже встала на ноги. Надеюсь, я убедила вас в том, что она стоит крепко. А теперь о грустном. Вот это все сейчас не больше 10% российских библиотек. Остальные еще думают, остальных еще не научили. Остальные еще не очень понимают, как тут быть. Остальных не поддерживает начальство. Что можем сделать здесь мы? Задача, а не проблема. Задача заключается в том, чтобы наша Российская национальная библиотека, которая всегда была и, надеюсь, будет
всегда научно-методическим центром всей краеведческой деятельности в стране, чтобы она обеспечила в данном случае Национальной библиотеки Коми на этой площадке продвижение вот этой информации в самых эффективных формах. Наших семинаров 4-дневных, ежегодных, уже для этого недостаточно. Надо создавать банк данных, в которых каждый опыт, каждый был бы описан и представлен в удобной форме. А вот теперь о проблемах, которые от нас не зависят. Как всегда в России, проблем у нас две. Знаете, какие? Ага, дураки и дороги. Про дороги я имею в виду всю инфраструктурную вот эту проблему, да? Всю, потому что сейчас библиотеки находят маневры для того, чтобы избегать вот этого. Городские экскурсии, потому что не надо искать место для ночлега и питания, да? Экскурсии там, куда протянуты дороги, и пока пауза в отношении тех мест, где их нет, да? Или, скажем, спортивный или экстремальный туризм там, где их нет. Якутия. Детские экспедиции туристические, вот по ненаселенке с задачами сбора материала для библиотеки и так далее. Это одна проблема. И вторая проблема, название которой повторять не буду, всем известно, это, прошу прощения, существование отдельно кое-где у нас порой, но, к великому сожалению, все чаще, руководителей, которые видят успехи краеведческой туристической деятельности, но не понимают ее органической связи с ресурсным обеспечением. Когда, увидев, как хороши экскурсии, начальство говорит: вы делаете 10 экскурсий в день, значит, вы будете делать их 20, а еще каждый день. И вот это вот в виде директивы, как правило, вот как показывает наш опыт, вернее, не наш опыт, а опыт некоторых библиотек, примерно через 1,5 года умножают эту работу на 0. Потому что без ресурсной поддержки это все равно, что, я не знаю, не кормить, да? Это чахнет. И в этих двух проблемах решение, с моей точки зрения, я надеюсь услышать ваше мнение, одно. Вот в таких аудиториях должны сидеть руководители муниципальных образований, руководители администрации и рассказывать про то, что могут и как могут библиотеки, нужно не только вам, но и им. В каждом регионе нам недостаточно вписывания в программу. Нам надо, чтобы система обучения краеведческой деятельности была адресована еще вот этим добрым людям. Мы очень надеемся, что они нас услышат. Ну, прошу прощения, боюсь, что я перебрала время уже. Ну, вот это то, что я хотела сказать, и это в общем, но мы сейчас услышим превосходные доклады наших коллег. Спасибо за внимание. Наша программа. Так, микрофон работает? Ага, сейчас. Итак, первый доклад у нас сейчас после моего. Это как раз Карелия, про которую расскажет Марина Викторовна Никишина, директор Национальной библиотеки Республики Карелия. Обратите внимание, библиотека одна из самых сильных в краеведческом отношении в целом и одна из самых успешных и умных в отношении вот этого направления. Марина Викторовна, пожалуйста. Надежда Михайловна, с уважением, поэтому буду очень быстро не говорить то, что вы дважды сказали, не говорите, мы все знаем. Республике Карелия несказанно повезло, коллеги, чуть-чуть напомню, да? Граница с Евросоюзом, с Финляндией. Сюда мы уходим вниз к Карельскому перешейку в Ленинградскую область, красоты неизмеренные. Наверху мы зеленый пояс Скандинавии, немножко захватываем конец Северной Карелии и саму Финляндию. И вроде бы сам Бог велел нам думать о том, что мы... Сам Бог велел, ну и плюс достопримечательности Карелии, которые знают не только в Карелии, не только знаете вы, российские граждане, но эти достопримечательности Карелии знает и весь мир. Город Петрозаводск, столица, не менее красивый город и достаточно большой, и один из самых красивых зданий, одно из самых красивых зданий города Петрозаводска. Это наша Национальная библиотека Республики Карелия. 1,5 года назад мы закончили ремонт к историческому зданию «Пристройка». Почти столько же, мы в 2 раза стали по площадям шире. И посмотрите, почему бы нас-то не показывать как объект туристической привлекательности. Значит, наши вызовы и
наши особенности краеведения в условиях создавшихся, уже Надежда Михайловна сказала, мы это с вами пропустим. Наш проект «Читайте улицы как книги», замечательнейший проект. За 6 лет, мы 26 мая 2013 года вышли на улицу, за 6 лет мы сделали 13 маршрутов, один из них двоякий. Можно идти пешком, можно ехать на автобусе. Это мы когда рассказываем о Калевале на карте города Петрозаводска. Около 4000 посещений, что-то около 300 экскурсий. Первые, кто записывается на нашу экскурсию и кто приходит с диктофонами, вы понимаете, что это те, кто водит экскурсии от туристических бюро. 100 рублей. Я не могу бесплатно. Значит, цели, направленности, Надежда Михайловна все правильно сказала, поэтому, если кому-то интересно, я вот презентацию могу оставить. «Имена в истории Карелии» – это большой проект, который делали наши краеведы. Мы заполняем на каждую фамилию, имя, отчество, когда он в Республике Карелия работал, кем. В основном заполняли, конечно, государственных деятелей и так далее. Однажды вечерком решили, а почему? У нас есть культурные достояния Республики Карелия. От маленького пребывания, например, Самуила Яковлевича Маршака в течение 2 месяцев на территории Республики Карелии и 2-летнего пребывания Николая Константиновича Рериха. Он жил долго очень в Сартовало. И говорят, что приехал просто художником, а уехал уже вот великим мыслителем по культуре. Мы создали внутри библиотеки национальной маленький музей. Такие вот чуть-чуть музейной деятельности внутри библиотеки. Мы нашли хорошего партнера, Санкт-Петербургский музей-институт имени семьи Рерихов. Вот, и вместе с ними сделали великолепный проект. А на этот проект уже наложились концерты, на этот проект наложились перформансы, наложились интересные встречи, и, безусловно, у нас резко вырос фонд, посвященный Николаю Константиновичу или связанный с его именем. Нам несказанно, опять же, повезло. С финнами до сих пор мы не сильно поделили, но карело-финский эпос Калевала, он у нас имеет место быть. И, безусловно, музей Калевалы мы создаем на базе Национальной библиотеки, и на базе эпоса Калевалы мы делаем огромные творческие туристические программы. Очень большая востребованность, начиная от маленьких детей и заканчивая взрослыми людьми. Вот это наш первый выезд с эпосом Калевала во всех его проявлениях. То есть мы книгу эпоса рассмотрели со всех сторон. Мы взяли с собой гравюры, подарок наших художников, мы взяли с собой все издания. Книга Калевала переведена на 126 языков мира, 40 языков мира находятся в переводы 40 находятся в Национальной библиотеке Республики Карелия. Нам последнюю подарили, вот 40-я, это мадьярский язык, буквально в конце февраля, когда мы каждый раз празднуем Дни Калевалы и делаем большой праздник. Этот год у нас заявлен как год Республики Карелия, как год Калевалы, и поэтому мы его отметили вот таким грандиозным проектом. И в музее Институте семьи Рерихов мы 4 дня экспонировали Калевалу вот во всех ее проявлениях. Получили очень хорошие отзывы. Это был первый наш опыт, но мы получили очень хорошие отзывы. Было 2 небольших замечания. У нас есть тактильные книги, сделанные для детей слабовидящих и слепых, сделанных по Калевале. Вот у нас было небольшое замечание, что хорошо бы их подзвучить. Но мы это сами работаем над этим проектом, поэтому подзвучка будет. Вот. Здорово получилось, мы очень сами гордились. Наши проекты, интернет-проекты связаны с картой, вот то, что Надежда Михайловна говорила, но у нас есть несколько карт, и вот одна из них представлена здесь, это литературная карта Карелии. То есть любое место описывается, кто в нем писал, кто в нем жил из писателей, какие книги в этом месте написаны, какие цитаты, вот глядя на эту гору или на эту сосну,
написал или художник, или писатель, но вот карта наполняется таким вот образом, она делается вместе с муниципалитетами республики, то есть библиотеки, центральной библиотечной системы здесь у нас в эту работу вовлечены полностью. То есть работаем мы всей Республикой Карелия. И вот это у нас электронная библиотека авторов Карелии, она тесно связана с литературной картой Карелии и, безусловно, имена в истории Карелии, потому что, как выясняется, у нас очень-очень много писателей, побывавших на территории Карелии и города Петрозаводска. Ну и, безусловно, программа для туристов, сделана «Сказочная Карелия». Причем на туристов мы рассчитываем, видите, на картиночках как на детей, так и на взрослых людей. Мы пошли по пути договоренностей с одной из туристических компаний, и приходящие, извините, теплоходы, они буквально останавливаются в 10 минутах от нашей улицы Пушкинской, 5, приводят к нам туристов. Особенно, когда, если лето пасмурное, то библиотека просто счастлива. И эти туристы смотрят вот эту вот замечательную программу «Сказочная Карелия». Ну и вот один из интерактивных экранов, где у нас тоже есть, опять же, посвященный Калевалу, большой путь Элиаса Ленратона, записавшего карельские руны. И здесь мы смотрим маршруты, вот 16 точек, где мы это делаем. Вот эта программа идет, ну, прям артисты наши библиотекари и наши гости. За сезон с мая по август месяц у нас побывало 1250 туристов в библиотеке. Все, спасибо. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Готово. Марина Викторовна, не убегайте. Пожалуйста, есть ли вопросы, реплики? У вас Экскурсия рассчитана на разное время. Мы обычно говорим, какая группа, потому что у нас бывали и иностранцы, о которых нас не предупреждали. Мы срочно искали переводчика с польского языка и переводили. Час-полтора. И еще у нас есть маленький момент. Мы угощаем потом калитками и морсом клюквенным. Тут они могут еще задержаться. Идут по залам, смотрят книги, записываются в библиотеку, услышав, что у нас есть удаленный доступ. То есть мы тут все охватываем, и посещение, и книговыдачу, и все, чего хотите. Еще вопросы? Это уже не 100 рублей. Это уже маркетинг туристической деятельности. И чем хмурее день, тем дороже стоит. Отлично. Да, я хотела бы сказать, что Национальная библиотека Карелии, все было не уместить в доклад, это один из лучших примеров того, как туристическая деятельность вписана в систему. Вот есть система продвижения национального бренда, да, Калевала, и это не просто в ряду мероприятий или мер, а это вписано так, что вот одно цепляет за другое. С экскурсией человек приходит к другим ресурсам. Это, конечно, вот это исключительно грамотная вещь. А по поводу продвижения и цен, я хочу сказать, что чего нам сильно не хватает всем, это маркетингового подхода. Да? Мы пока в этом отношении абсолютные буквари. Поэтому мы на наших семинарах, вот на Вологодском семинаре 9,5 часов нам читал курс маркетинга специалист. На Чувашском семинаре, который нам предстоит в сентябре этого года, на который я вас всех приглашаю, еще буду иметь возможность сказать, будем звать тоже. Но вот смотрите, карелы в эту сторону думают. Ну, потому что я 9 лет читала раньше. Вот я поэтому и говорю про это, что у нас есть живые, посмотрите, живые, теплые, наши маркетологи. Значит, вот Национальная библиотека. Марина Викторовна, как-нибудь покурируйте вообще вот это направление, поучите нас всех тому, как определять цены, как определять вот эти все режимы. Будем вам благодарны. И еще самое главное, иметь очень творческий коллектив. Что в краеведении, что и в обслуживании читателей. Потому что видели наши в костюмах в обязательном порядке, с выходом, все как положено, с карельским языком. Так что главное иметь еще коллектив, а все остальное делается не так сложно. Марина Викторовна, и спасибо за поддержку вашего творческого коллектива, потому что краеведов Национальной библиотеки Карелии знает вся страна. Да? Вот этих породистых, вот этих ни разу не изменивших самым высоким требованиям в работе, мы знаем все.
Так, пожалуйста, следующий доклад. Яна Евгеньевна Араптанова. Это заведующий отделом краеведения Пермской государственной библиотеки, универсальный краевой, Пермский край, библиотеки и туризм. Спасибо. Спасибо большое. Хотела сказать, пока мне выпала возможность и предоставили слово, я хотела бы в лице Ольги Рудольфовны поблагодарить всех сотрудников, которые нас принимали, за ваше гостеприимство. Я думаю, что все со мной согласятся. Очень благодарна за ваш теплый прием, который останется в памяти. Спасибо большое. Что касается доклада. Конечно, не удастся охватить все проекты, которые представляют библиотеки Пермского края. Остановлюсь лишь на нескольких особо интересных. Уже из уст Надежды Михайловны прозвучало Easy Travel. Сейчас думаю, говорить об этом или нет. Но очень коротенько. Развитие туризма в Пермском крае в целом согласуется с общими особенностями функционирования старопромышленных регионов, к которым относится Урало-Поволжье. Специфика пермского туризма связана в основном с особенностями ресурсного ландшафта. Это, конечно, наши пещеры, наши реки, скалы и огромный ресурсный природный потенциал. Распространение туристических потоков происходит по направлениям основных рек бассейна Камы, опосредованных транспортными путями. Прослеживается некая туристическая ось региона. Это Пермь, Соликамск, Чердынь, Вишера, с ответвлениями вниз по Каме и вверх по Лысевичу, Совой. Горная часть Урала, остается не так изучена и слабо освоена. Уникальный туристический ресурс также связан с исторической частью. Это имена, связанные со Строгановыми, с Демидовыми. Также Прикамье является началом освоения Ермаком Сибири. Несколько слов о том, в Пермском крае развивается сейчас очень активно событийный историко-культурный туризм. Также хотелось сказать несколько слов о брендах Пермского края. Это Пермский звериный стиль, это Пермская художественная галерея, деревянная скульптура наша, и Пермский балет, и многое другое, но не буду останавливаться. Хотела сказать также несколько слов. Город Пермь насчитывает на сегодняшний день порядка 300 туристических фирм. Из них 15 ориентированы на внутренний туризм, и только 3-5 турфирм занимаются экскурсионными маршрутами по городу. Набор программ недостаточно велик, по мнению нас, нашему мнению, и сейчас возрождается традиция небольших авторских туристических прогулок, которые действительно нацелены на какие-то интересные моменты, на историю, на достоверную историю в первую очередь. Рассказывая о проектах библиотеки, начну с города Перми. Это на слайде представлено здание Центральной городской библиотеки имени Пушкина, дом Смышляева. Я представляю краевую библиотеку. Мы находились до 1966 года в этом здании. Это здание нашей библиотеки. Переехав в новое здание, мы оставили часть фонда, и сейчас находится здесь городская библиотека. Это здание представляет старинный особняк. Он сам по себе является объектом туризма. Очень много прям паломничества туристов приходится на библионочь, когда библиотекари представляют и разрабатывают огромное количество туристических маршрутов именно по зданию. Несколько слов о нем. Пермь является пастернаковским городом Юрятиным. С этим зданием связана красивая литературная легенда. В нем размещалась Юрятинская читальня, где встречались у Пастернака в «Докторе Живаго» Юрий и Лара. И наша пермская Пушкинка обрела легендарную такую литературную ауру возле своего здания и создали туристический маршрут. Когда проходят большие мероприятия, предлагают мультимедийные программы «Борис Пастернак. Пермские страницы» и различные виртуальные прогулки с Пастернаком. Также недалеко от библиотеки находится памятник Борису Пастернаку, и когда туристы проходят как в библиотеке в здании, так и продолжается экскурсия еще по городу, выходя уже на какие-то определенные точки не только по памятнику, к памятнику, то есть выходят за рамки здания.
Также вот этот экскурсионный комплекс включен в международный туристический проект «Путешествие по роману Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Что касается города, хотела тоже сказать, есть у нас в Перми зеленая линия, красная линия по городу. Линия появилась в июне 2010 года. Это пешеходный маршрут. Он напрямую не был разработан библиотекой, это городской маршрут. Разработали его наши краеведы. Затем эту идею подхватили уже многие уральские города. У нас в Перми зеленая линия историческая и красная линия любовная лирика, где интересные моменты людей известных, связанные с какими-то лирическими любовными отношениями. По всему маршруту нанесена зеленая линия и установлены возле зданий, возле исторических памятников, возле каких-то мест важных информационные щиты. И можно также считывать информацию, и аудиогиды. Начинается памятник маршрут от памятника «Соленые уши» и кончается у нас у скульптуры пермского медведя. В 2015 году было решение принято городскими властями дополнить эту линию. И вот внизу видно, дополнено было точка эспланада, библиотека Горького и театр оперы и балета. Про библиотеку мы предоставляли информацию сами. Стенд находится напротив здания библиотеки. И вот также библиотека включена в экскурсионный маршрут по городу. Всего линия 40 точек в городе представляет. Мы только частью, но разработка это не библиотечная. Дальше несколько слов. 17-21 сентября прошлого года впервые в Пермском крае прошел 17-й форум публичных библиотек «Библиокараван-2018». Организаторами этого мероприятия была библиотека, Министерство культуры, и обсуждали тему «Роль библиотек в развитии туристических ресурсов территории». В ходе библиокаравана состоялось более 50 выступлений участников, был круглый стол «Библиотеки и туризм. Точки соприкосновения». Прошли огромное количество мастер-классов, мероприятия по созданию краеведческих игр. Участники библиокаравана проехали более 740 километров, познакомились с организацией библиотечного дела и общим состоянием отрасли культуры, были в разных городах, в Перми, в Губахе, в Лысьве, в Чусовом, в Кунгуре, в Ильинском. У нас несколько было автобусов, где мы возили библиотекарей и знакомили с нашей деятельностью. Хотела сказать, что в 2019 году как караван, так и краеведческий семинар будут проходить в Чувашии. Я думаю, что они в одно время в сентябре объединятся. Дальше. Следующий проект – это проект города Кунгура. Реализована тоже литературная карта Кунгура. Аудиогид, он размещен на площадке Easy Travel. Не буду особо долго рассказывать. Единственное, хотела здесь сказать, что информация, сопровождаемая точками, которые на карте, кунгуряки наши, сопровождали чтением стихов и приглашали на озвучку этих стихов своих актеров театра. И также сопровождается музыкой кунгурских исполнителей. И хотела сказать, еще есть у Кунгура нашего аудиогид «Малая родина героев Советского Союза», Кунгур-фронту, где представлены помимо как многие делают литературные карты, здесь представлены точки на карте города, связанные с военным прошлым города. Тоже такой интересный момент. Хотела остановиться на тоже кунгурская разработка, это квест. Кунгур-квест в лабиринтах времени в формате реального времени. Это квест-экскурсия, которую библиотека разработала городская. Это увлекательная прогулка по определенному маршруту, в котором каждый участник отвечает на вопросы, определенные локации представлены, задания, информация о городе, достопримечательностях. Это можно экскурсию проходить в режиме свободного времени, заходя в магазины, отвлекаясь на какие-то свои интересы. И хотела отметить, что это в наших библиотеках пермских единственное, которую я увидела, это платная экскурсия, за которую сначала, прежде чем тебе
пришлют, скачиваешь приложение, и прежде чем получаешь индивидуальный код, ты должен заплатить деньги. Эта экскурсия 890 рублей стоит. И можно одновременно пройти 5-10 человеками. Следующий город, который хотела бы представить, это город Губаха. Здесь у нас в Губахе замечательная библиотекарь работает, которая в течение 9 лет подняла туристических 7 проектов. Очень большой такой волонтер, не волонтер, но очень много делает на общественных началах, ну, как многие. Губаха – город людей, которые добывают уголь, и город переезжал с места на место. В 40-х, 60-х годах горняки, добытчики угля переехали с одного места, где был город, уехали в другую сторону немножко, и огромное количество домов, зданий, сооружений, которые были раньше, они остались с того момента и были заброшены, разрушены и, ну, в общем, оставлены историей. И библиотекари решили эту историю восстановить. Это история людей, это молодость их, это их какие-то надежды на будущее. И библиотекой был написан проект фестиваля «Реконструкция Губаха и Лайф». Создана была, это город был на горе, созданы информационные щиты с графической реконструкцией первоначального вида зданий. Сейчас здания разрушенные, заросшие, заброшенные. Вот в нижней части картинки мы видим, очень многие здания совсем не сохранились. И когда проходит День города, с 2016 года подряд, уже сколько, 3 года подряд, проходит этот фестиваль, который сначала был только библиотекой организован, своими малыми силами. Они, конечно, выиграли Потанинский проект, 633 тысячи, по-моему, выделяли. А потом присоединился и город, и другие организации. Это сейчас масштабный, огромнейший проект. Вот они сначала Губаха и Лайф назывались, теперь Губаха город-призрак. И огромное количество желающих, не только местных, но и приезжает огромное количество туристов посмотреть вот этот разрушенный город. Библиотека делает и сувенирную продукцию, и порядка 4000 человек каждый год приезжают вот на эту гору. Библиотекари сначала сами проводили экскурсию в малом количестве, потом в большом количестве, потому что людей прирастало и прорастало. И также хотела про Губаху, про нашу сказать. Помимо проектов огромного количества развивающих территорию, много издают по проектам печатных изданий, событийный календарь, путеводители, набор открыток о Губахе и фотоальбомы. Очень много чего интересного творят. Несколько слов о городе Чусовом. В 2015 году в Чусовом у нас открылся новый городской экскурсионный маршрут «Линия Астафьева». Проект реализован городской библиотекой и музеем Астафьева. Здесь тоже маршрут по городу. Представила вот на слайде несколько счетов. 12 счетов представлены, и связаны они с историей жизни и семьи писателя в Чусовом. Виктор Петрович жил в Чусовом с 45 по 62 год, написал там первый свой рассказ, получил высшее литературное образование. И данный городской маршрут включает в себя различные объекты. Это и литературный музей Астафьева, это здание бывшего колбасного цеха, где Виктор Петрович написал свой первый рассказ «Гражданский человек», и дом-музей, и сквер, и дом, в котором они жили у родителей, и родник Астафьева, ну и многое другое, и школа, в которой учились, и библиотека, в которой с семьей он был. И хотела небольшое отступление, когда Астафьев приехал в Чусовой, он приехал за женой в Чусовой, никого там не знал, ничего не знал про этот город, и он ему показался серый, мрачный и неживой. И он, когда оказался на площади в Чусовом, там стоял памятник Ленину. Он говорит: вы единственный человек, которого я в этом городе знаю. С этого началось его там проживание. И хотела бы завершить свой доклад маленьким таким проектиком небольшой деревни в Чистинском районе. У нас деревня
Шабуры в 2018 году библиотекарь сельской библиотеки Павленкова организовала велопробег по Шабурскому сельскому поселению. По родному краю крутим педали. За 4 дня библиотекарь с краеведами, с желающими, с туристами проехали около 100 километров. Они посетили несколько деревень, не буду перечислять. Были желающие от 18 до 60 лет. В населенных пунктах они проводили, библиотекарь обзорные экскурсии проводила по памятным местам, по достопримечательностям сел. Участники сделали много ценных фотографий и зданий, и себя. Некоторые моменты записывали на видео, что брали, опять же, в фонд своей библиотеки. И после этого пробега, велопробега, написали в местную газету «Чистинские вести». И планируя работу на 2019 год, библиотекари вот этой маленькой деревеньки сказали, что желающих на следующий велопробег у них в 2 раза больше. Желаю всем отличных проектов, разных, развивающих территорию. Спасибо. Коллеги, вопросы? Нет, Яна Евгеньевна, вы наши порядки знаете, не убегать. Так, вопросы, Яна Евгеньевна? Есть ли? А вы тогда обратили внимание вот на эти зеленые и красные линии, да? Это знаете что? Это хорошее проявление. Вот здесь местный пермский вариант одной очень важной вещи, о которой я не сказала, потому что невозможно сказать про все. Библиотеки, кроме того, что выводят людей на улицы, сами выходят, они осуществляют краеведческую разметку территории в широком смысле. Здесь это с их подачи линии на асфальте, это чистая правда, да, ты идешь по этим линиям, это обеспечено точками. В Челябинске это было в рамках проекта «Челябинск-Танкоград. Победа». Везде были поставлены вот эти информационные, как они называются, стойки, да, киоски такие, да, и QR-коды размещены на зданиях, да. Это делается по-разному, но библиотеки осуществляют объективную, не виртуальную краеведческую разметку тех населенных мест, тех объектов территориальных своих, в которых они находятся. Это очень важный принцип, очень важный. Тогда по ним могут ходить уже не только библиотеки, а и в общем, ну вот. Яна Евгеньевна, спасибо. Мощная библиотека, между прочим, обратите, одна из самых сильных и самых давно работающих с архивными фондами, профессионально. Но архивные фонды как поддержка туризма, это, надеюсь, вы уже поняли, да, что это очень круто. На печатных источниках вы никогда в жизни не сделаете основу информационную туристической работы. Дальше, пожалуйста. Елена Рудольфовна Михайлова, заведующая отделом краеведения Мурманской областной библиотеки, краеведение и культурно-познавательный туризм, опыт библиотек Мурманской области. Это вот те самые, у которых блестящая совершенно карта, но и все остальное такое же. Карту на пустом месте не сделаешь. Да, спасибо большое за теплые слова. Я очень рада присутствовать сегодня на нашем мероприятии. И я попробую очень коротко рассказать об опыте работы не только нашей библиотеки, но и библиотек нашей Мурманской области. Итак, для тех, кто у нас никогда не бывал, скажу, что в силу выгодного экономико-географического положения Мурманская область располагает необходимыми ресурсами для развития трансграничного и межрегионального туризма. То есть Кольский север широко известен благодаря коренному народу Кольского полуострова Саами и благодаря старожильческой группе населения русских, это поморы, которые проживают на Терском берегу. И согласно итогам национального туристического рейтинга 2018 года, Мурманская область входит во вторую группу с условным названием «Крепкие профи», занимая 46-е место. Ну и, как уже говорили, конечно же, библиотеки могут вносить свою лепту и содействовать развитию туризма. То есть это могут быть совершенно разные формы. Ну вот одна из них – это создание и продвижение адаптивных краеведческих продуктов и услуг.
Ну, как уже говорила Надежда Михайловна, Мурманская областная научная библиотека формирует электронную краеведческую библиотеку «Кольский север». Несмотря на то, что Кольский полуостров – это, в общем-то, всегда была окраинная территория, она привлекала всегда внимание известных и ученых, и просто путешественников, которые оставили богатое литературное и научное исследование. И эти книги можно найти, материалы экспедиций различных можно найти в электронной библиотеке «Кольский север». И мы надеемся, что вслед за учеными, за путешественниками прошлых веков в Мурманскую область мы можем привлечь и таким образом и современных туристов, которые тут тоже найдут для себя что-то важное и что-то интересное. Еще один цифровой ресурс, который формирует областная научная библиотека, это интерактивная карта «69 чудес и необыкновенных мест Кольского севера». То есть об этом также говорила Надежда Михайловна, но я скажу, почему мы остановились на цифре 69 чудес и необыкновенных мест. Просто потому, что Мурманск расположен на 69-й параллели. И для нас это стало отправной точкой, и мы решили, что мы возьмем именно 69 чудес. Это и какие-то природные явления, это исторические места, географические места. То есть это самый широкий круг ресурсов и мест, которые могли бы привлечь потенциального туриста. Цифровые ресурсы, ориентированные на опознавательный и образовательный туризм, формируют и муниципальные библиотеки нашей области. Но я здесь назову только несколько таких интересных примеров. Среди них это интерактивная туристическая карта «Путешествуем по Оленегорску». Цель создания карты – это привлечь внимание и пробудить интерес потенциальных туристов к достопримечательностям, историческим, культурным и спортивным мероприятиям маленького заполярного города. Карта включает краткие справки о памятниках и памятных местах, городских объектах, предоставляющих интерес приезжим. Отдельный раздел отведен событийному туризму. Здесь же на карте можно найти полезную информацию о гостиницах, о культурно-развлекательных центрах города. И карта доступна на сайте Оленегорской централизованной библиотечной системы. Ей могут воспользоваться все, кто по каким-то причинам приезжает в Оленегорск. Еще один проект также интересный – это электронная краеведческая библиотека Мончегорской централизованной библиотечной системы, которая включает разделы «История города», «Путеводители по улицам Мончегорска», «Календарь знаменательных дат». Ну и также этот ресурс доступен на сайте Мончегорской библиотеки. И совершенно неожиданно для нас в 2018 году вдруг стал развиваться такой бренд, который стал очень популярный далеко за пределами Мурманской области. Это Ковдор, столица Гипербореи. Ну, такой, для историков наших это было так несколько, скажем, непривычно и необычно, но, тем не менее, этот бренд был подхвачен, и, скажем так, и библиотека не осталась в стороне, централизованная библиотека Ковдора, они уже разместили материалы на своем сайте, посвященные Ковдору, столице Гипербореи. Вот. Для продвижения своих услуг нам, конечно же, важно, чтобы нас поддерживали не только руководство нашей библиотеки, но чтобы поддерживали нас и государственные органы, которые курируют развитие туризма, туристические фирмы. И вот назову одно из таких мероприятий, которое говорит о связях библиотеки именно с этим сегментом рынка. Осенью прошлого года в областной научной библиотеке прошло мероприятие, посвященное Всемирному дню туризму. В этом мероприятии принимало участие заместитель губернатора Мурманской области и представители туристических фирм. И вот для этой группы читателей мы проводили экскурсию по областной научной библиотеке, по книгохранению, показывали им издания, может быть, которые они раньше не видели, это путеводители 20-х, 30-х годов по Кольскому северу. А в завершении мы проводили такую интеллектуальную игру для представителей туристических фирм. Это был квиз, назывался он в стране полуночного солнца, когда в командной игре представители туристических фирм, разбившись на команды, они отвечали на вопросы, связанные сначала с достопримечательностями
которые нужно было узнать по фотографиям, или важные персоналии, которые нужно было также узнать по фотографиям. Затем предлагалось узнать авторов музыкальных произведений, которые были связаны с Кольским полуостровом, или угадать режиссеров и названия фильмов, которые снимались в разные время на Кольском полуострове в Мурманской области. И, к нашему удивлению, это были люди, достаточно взрослые, это были не молодые люди, но они очень активно, азартно включились в игру и боролись за призовые места. То есть каждому была вручена сова, команде победителю. Еще один такой сегмент рынка – это создание краеведческих музеев при библиотеках. Скажем, в нашей областной научной библиотеке нет ни музеев, ни музейных экспозиций, а в муниципальных библиотеках, в нашей областной детско-юношеской библиотеке такие существуют. То есть это и музеи, это мини-музеи, это музейные, мемориальные экспозиции, то есть их разброс очень широк. Но в основном это, конечно же, музеи, которые имеют два направления. Они литературные и исторические. Литературные связаны с именами писателей, литераторов, которые так или иначе были связаны с Кольским полуостровом или с конкретной местностью. То ли они там жили, либо родились или жили какое-то время. То есть если вы посмотрите, литературные музеи, они расположены в муниципальных образованиях. И, конечно же, вот среди них выделяется литературный музей Дмитрия Михайловича Балашова на Терском берегу и Кировский музей Венедикта Ерофеева. То есть остальные музеи связаны с литераторами, которые проживали на территории муниципального образования. То есть еще одни музейные экспозиции посвящены истории своего населенного пункта, или это музей этнографического характера. То есть мы смотрим, если мы увидим, то это, конечно же, разные совершенно музеи. Это музеи, которые расположены и в центральных муниципальных библиотеках, и в библиотеках, сельских библиотеках. То есть, есть один у нас геологический музей, музей аметистового камня, берег. И есть несколько музеев, которые рассказывают об истории своих библиотек. И, конечно же, все музеи ведут огромную работу, привлекая большое количество посетителей. Так, и еще одно направление, которое я также хотела бы затронуть, это экскурсионная деятельность. Все библиотеки, и областная научная библиотека, и муниципальные библиотеки проводят экскурсии. Экскурсии могут быть и пешие, экскурсии могут быть автобусные, могут быть совмещенные. То есть, и на наш взгляд, это, как уже говорили коллеги из Карелии, это одно из таких перспективных направлений деятельности. Но пока эта работа, экскурсионная деятельность, она рассчитана преимущественно на местного потребителя. То есть специалисты нашей областной научной библиотеки проводят экскурсии для гостей библиотеки преимущественно. У нас есть опробованные экскурсии по городу, автобусные экскурсии, где мы показываем памятники боевой, памятники трудовой славы, интересные объекты, здания, первое каменное здание, и многое другое. Также разработан пеший маршрут по историческому центру города. И большой популярностью у нас пользуется экскурсия «Посмотри на город сверху». То есть это экскурсия, которую мы проводим, не выходя из стен библиотеки. То есть у нас библиотека построена по пермскими архитекторами, то есть кто был в Перми, тот видел, только в Перми библиотека трехэтажная, у нас такое же здание, но библиотека четырехэтажная. Вот расположена она в центре города, и из окон библиотеки открывается прекрасный вид на Кольский залив, то есть не выходя из библиотеки, мы рассказываем об истории открытия города, о ее старейших предприятиях, то есть это Мурманский морской торговый порт, это центр города, то есть улицы центральные, то есть все, что видно из окон библиотеки, обо всем мы рассказываем. Это у нас авторская экскурсия, и она пользуется большой популярностью.
Активно работают в этом направлении и муниципальные библиотеки нашей области, которые также проводят и пешие, и автобусные экскурсии по своим населенным пунктам, по местам боевой славы, потому что на территории Мурманской области в годы Великой Отечественной войны шли бои. Это была прифронтовой, Мурманская область была прифронтовой. И я не буду перечислять, конечно, все экскурсии, которые проводят наши муниципальные библиотеки, а назову лишь, ну, на мой взгляд, наиболее интересные примеры. Специалисты сектора библиотечного обслуживания Центра культуры и досуга закрытого административно-территориального объединения проводят экскурсии по экспозициям Музея истории поселка и гарнизона Ведяева. Интересно, что вот этот музей, который стал уже муниципальным, его создателями были именно специалисты этой муниципальной библиотеки. Ну, а сейчас они проводят по экскурсии по экспозиции этого музея. Еще одна из форм, такую, которую проводила наша Центральная городская библиотека Мурманска, это библиовелопробег «Тур де Мурман». Проводили они его совместно с клубом «Нордбайк». Велопробег осуществлялся по одному из районов Мурманска, по Первомайскому району. Участники делали остановки по ходу маршрута, узнавали интересные факты об объектах, улицах и достопримечательностях Мурманска, делились своими знаниями о родном крае. Еще одна из форм такой экскурсии – это автобусно-пешеходная экскурсия Мурманск в истории памятников, улиц и площадей. Проводила ее межпоселенческая библиотека Кольского района. И что интересно, она была организована специально для организации «Дети военного Мурмана». То есть это была такая целевая экскурсия. Они проехали по центру города, по памятникам, и завершилась экскурсия на атомном ледоколе «Ленин». Еще одна экскурсия также имела свою целевую аудиторию, проводили ее специалисты Кандалакшской централизованной библиотечной системы, но организована она была для призывников, то есть для тех людей, для тех, кому предстояло проходить службу в этом районе, в Кандалакше и в Полярных зорях. Еще одна такая, на мой взгляд, интересная форма – это День Белого моря. Проводила ее Терская межпоселенческая библиотека. В программе праздника была пешеходная экскурсия по Умбе-деревне, прогулка по экологической тропе, уборка прибрежной полосы от мусора в рамках акции «Чистые берега», бивуак в устье реки Умбы, игры, викторины, чай из котелка. Ну, то есть такое, мы видим, что экскурсионная программа была совмещена еще и с решением экологических проблем. Ну, то есть вот говоря об опыте нашей библиотеки и опыте муниципальных библиотек, мы, конечно, говорим пока о том, что наши основные потребители – это прежде всего жители нашей же Мурманской области. Но положа руку на сердце, мы можем сказать, что, в общем-то, не все жители даже нашей Мурманской области хорошо знают историю, этнографию и какие-то интересные факты из истории и нашего города, и нашей области. Но в последнее время у нас очень много туристов, прежде всего из азиатских республик. У нас очень много китайцев, очень много тайцев, которые едут смотреть зимой северное сияние. И мы очень надеемся, что они станут и нашими потенциальными участниками наших экскурсий. Благодарю за внимание. Спасибо. Как всегда, полный блеск. Не уходите. Вопросы? С китайского. Нет, они со своими переводчиками. Они со своими переводчиками, а вы не пробовали? Они просто у нас ни разу Так, не были. Лариса. Мы надеемся, что мы освоим и А микрофон? Нет, просто китайцев у нас еще не было. Мы надеемся, что мы освоим и этот сегмент туристического рынка. Вы просто говорите, что тайцы. И тайцы, и китайцы. Это же, ну как сказать, вот когда кто-то переводит, не вы, ну в смысле не библиотекари, коллеги, ну вот смотрите, где гарантия, что этот переводчик перевел корректно, адекватно? А вы можете, вот к вопросу Марины Викторовны, да, что я не могу без 100 рублей, вот
понимаете? Это же продукт, который библиотека делает. Вот мы, вот знаете, я сейчас слушаю, простите меня, я реплику расскажу, ладно, Надежда Михайловна? Да, И сижу, думаю, вот о чем. Ну, все прекрасно, да, вот картина может у вас сложиться, коллеги, какая? Что все великолепно, все развито, и библиотеки, библиотечное краеведение в смысле поддержки и развития внутреннего туризма прям вот работает, ну, аки прямо небесный суперлайнер, понимаешь, вот. А он работает, ну, мало того, что Надежда Михайловна сказала, что это только 10%, это раз. Во-вторых, это колоссальное количество проблем, знаете, какого порядка? Прежде всего, это ментальные установки самих коллег в отношении этой работы как таковой, понимаете? Во-вторых, вот как раз вот этот вот подход маркетинговый, о котором упомянула Марина Викторовна, это очень важная вещь, понимаете? И получается, что это опять кузины, белошвейки, кружевницы, которые шьют это великолепные сорта кружева, которые остаются в этой своей светелке, понимаете, и совершенно неведомые никому вообще, в зале же и запасы. Поэтому здесь важно, что здесь вот на данном этапе для тех, кто уже это там, ну, стартанул красиво, меня почему вот Губаха заинтересовала, потому что там явно продуман этот вопрос, это партнерство, адекватное социальное партнерство в создании и продвижении культурно-туристического продукта, в том числе на рынок, в том числе конкретному потребителю, туроператору, монетизация, развитие, чтобы местные власти видели, как именно библиотека реально, не говоря, не декларируя, что ой, мы провели там, ну, сделали такое. Я вот не умаляю достоинств всего того, чего было сказано, и я сейчас не про это, понимаете, а про то, куда надо дальше думать. И если вы, те, кто еще не принялся вообще за эти занятия, да, то это нужно думать об этом сразу. Потому что иначе культурно-туристического продукта не получается. Получается интересная экскурсия, получается фрагменты деятельности, получается никак не вписанная в контекст работы библиотеки деятельность, которая энтузиастами и чаще всего вопреки начальству, понимаете? А надо думать о том, чтобы как раз в библиотеках нового типа, вот которые вот по модельному этому стандарту делаются, чтобы это зашито было туда. Когда это будет зашито? Когда на площадке библиотеки будут взаимодействовать все партнеры этого процесса, понимаете? Потому что когда у нас тоже коллеги из муниципальных библиотек возят экскурсии, вводят экскурсии, да? это на минуточку директор Иркутской областной библиотеки, да. Если кто случайно не понял. Вот, это спасибо. Значит, тогда мы сотрудничаем с нашим агентством по туризму, и когда мы им об этом рассказали, что библиотеки сами выступают в роли туроператора, у них глаза сделались квадратные, они говорят, а надзорных органов на вас еще никто не направлял? Потому что есть закон о туризме и есть определенные рамки туристской деятельности. И есть всякое там лицензированное, всякие разрешительно-запретительно-карательные меры, о которых мы не можем не знать. Мы не должны, ну, в смысле, мы не можем позволить сделать вид, что мы не знаем, понимаете? Потому что иначе это ставить под удар свою работу и изначально позиционировать, планировать и развивать ее не так, как надо, как хотелось бы, понимаете? Вот, а так получается, ну, как сказать, это все, что вот делать, все прекрасно, да, но надо думать вот туда тоже. Я про это вот хочу, потому что мы так сидим, и поэтому даже и вопросов никаких у никого не возникает. Лариса Александровна, вопросов нет, потому что народ еще не очень здесь приучен к нашим правилам. У нас всегда на семинарах, как чертики из коробочки, один за другим поднимаются люди, у которых вопрос возник. Самое неправильное, что можно сделать, это этот вопрос постараться унести с собой из вежливости, да? Абсолютно правильно, потому что две вещи нужно не забывать здесь. Мы не должны это делать на энтузиазме и любительски, да? Поэтому, конечно, вот совершенно правильно, у Ларисы Александровны огромный опыт проекта «Краеведение плюс», когда именно это и было сделано. Вот эта работа была поставлена на правильные ноги с оформлением всего, что положено оформлять, да? И мы не должны предоставлять сырье. Вот если мы работаем на зарубежную аудиторию, то вот вопросы перевода и переводчиков должны быть в наших руках, да? И окончательно готовый продукт, а не сырье, которое кто-то использует и забудет вообще обернуться. И неизвестно кто. Спасибо огромное, Елена Рудольфовна. Все. Так,
Елена Викторовна Верещагина, заместитель директора Архангельской областной научной библиотеки имени Добролюбова. Место назначения – библиотека. Реалии и перспективы развития туристической деятельности в библиотеках Архангельской области. Позволю себе сразу высказать свои размышления по поводу вашего комментария. Оно действительно очень справедливо. Ольга Рудольфовна, вот это как пожелание, может быть, в этом зале должны находиться не только представители муниципалитетов, да, руководства и администрации, наверное, должны сидеть туристические фирмы, и увидев вот все то богатство, о котором сейчас так хорошо рассказывали коллеги, тоже намотать себе на ус, и они умеют и понимают, как хорошо конструировать маршруты, и, может быть, подскажут и направят. Так что вот такой комментарий. Итак, место назначения библиотека. И так получилось, что не договариваясь с предыдущим докладчиком, мое выступление, собственно говоря, построено по такой же схеме. И цель, собственно говоря, выступления – представить те направления туристической деятельности, которые имеют место в Архангельской области. Архангельская область – очень сухая формулировка будет. Область, имеющая богатое культурно-историческое наследие. В регионе 21 район, 465 библиотек. Все мы работаем в той степени, более-менее в туризме активно или не очень активно, но тем не менее туристическая направленность в деятельности библиотек присуща. Итак, небольшая классификация. И если говорить о туризме, то, наверное, нужно говорить, используя туристические термины. Итак, наличие объектов туристического притяжения. И первая моя классификация будет первый вектор – это наличие объектов туристического притяжения, связанное с литературным краеведением. Некоторые библиотеки в Архангельской области носят имя писателей-земляков, в частности, такие библиотеки, как входящие в городскую центральную библиотечную систему. Две библиотеки носят, одна библиотека имени Шергина, вторая библиотека имени Евгения Коковина, это северные писатели. Они активно работают с этим именем, создаются литературно-мемориальные экспозиции, куда приводят школьников, выстраивают различные роды активности. Далее библиотека, наверное, нужно отдельно сказать о районной центральной библиотеке имени Иосифа Бродского. И имя библиотеки присвоено не случайно, поскольку в селе Норинском Бродский провел свои годы ссылки, и в результате 20-летней работы по сбору материала и в результате работы по проекту было создано музейно-выставочное пространство в Кунашском районе. Сюда собраны книги, публикации, видеофильмы, фотографии, воспоминания. В рамках этого проекта удалось реставрировать предметы из дома Пестеревых в деревне Норинская, в котором проживал Иосиф Бродский во время ссылки. И главная изюминка проекта – это современная музейная выставка «Иосиф Бродский в Норинской». Выставка состоит из двух инсталляций «Кристалл» и «Библиотека». Инсталляция «Поэтический кристалл» представляет собой конструкцию с двухскатной крышей. Это дом поэта. В стенах кристалла прорезаны окна, в которых видны фотографии людей, с кем жил и общался Иосиф Бродский во время ссылки. В каждом окне звучит голос поэта, Бродский читает свои стихи. Здесь же представлены экспонаты, связанные с жизнью поэта в Норинской, и показывают объекты, которые посещал поэт. Это милицейский участок, редакция газеты, комбинат бытового обслуживания и прочее. И в результате вот такой туристической деятельности, и сразу, предваряя вопросы, скажу, что туристические экскурсии здесь являются услугами, которые отражены в госзадании библиотеки, то и библиотеки района активно работают по проведению экскурсий, которые связаны с историей края, с историей пребывания Иосифа Бродского.
Значит, первый тип объектов туристического притяжения связан с литературным краеведением. Второй тип объектов туристического притяжения – это моменты, связанные с историей края. Так, например, в Мезенской библиотечной системе есть комната памяти краеведа Николая Кладникова, чье имя очень известно на русском севере. Такой историк «Счастье для Мезени». Предлагается обзорная экскурсия в комнату памяти, где воссоздана рабочая обстановка, кабинет Окладникова, находятся его личные вещи, предметы мебели, документы, книги, журналы, аналитические статьи и так далее. Особую популярность в Мезенском районе получило создание комнат памяти, которые связаны с героическим прошлым нашей страны, с участием земляков в Великой Отечественной войне. Эти комнаты памяти также здесь получают развитие комнаты, связанные с историей края, где находятся вещи, предметы домашнего обихода, документы и фотографии. В Шенкурском районе в библиотеке разрабатываются музейные экспозиции, комната боевой и трудовой славы села Ровдино, русская изба и так далее. Интересное направление появляется, связанное с советским прошлым. Так, в Плесецком районе существует пионерская комната, где существуют документы, связанные с историей пионерской организации. Здесь же принимают пионеры. Интересна комната «Назад в СССР», которая существует в библиотеке одного из районов, где также представлены предметы социалистического быта, и эти комнаты также интересны. Отдельно стоит упомянуть о музее света. Это Велигодский район. Библиотекари, опять же, да, собрали все предметы, которые связаны с освещением. Это различные и лампадки, и керосиновые лампы, и также сюда приводят экскурсии. Следующий момент туристической деятельности, да, архангельских библиотек, они связаны с тем, что библиотеки, в общем-то, активно себя позиционируют в брендовых мероприятиях, фестивали, ярмарки, которые как раз и служат для того, чтобы привлечь туристов в тот или иной район. Здесь можно упомянуть Устьянскую Сыпчину в Устьянском районе, Малиновая уйма в Приморском районе. Такое направление тоже активно привлекает людей и в библиотеку, и позволяет библиотекарям выйти из стен библиотеки. Проведение краеведческих экскурсий вне стен библиотеки тоже имеет место в библиотеках Архангельской области. Например, в Красноборском районе библиотекарь ведет экскурсии к храму Дмитрия Солунского. Это деревянная шатровая церковь высотой 43 метра, является федеральным памятником, и экскурсия проводится на базе библиотеки. И если все-таки вот все, что я сказала, протрясти через строгое туристическое сито, да, что мы имеем в сухом остатке? То есть в двух библиотеках в рамках структуры библиотеки существуют туристические информационные центры. Это Коношская библиотека, я говорила, на выставочном пространстве Иосиф Бродский, в Котловском районе, в Коряжме появился туристический информационный центр. Он создан в 2018 году на базе отдела краеведения, и потихонечку наполняется деятельность этого центра. Она также связана с краеведческими экскурсиями. Дальше библиотека берет на себя, вот я не проанализировала, да, в силу каких причин, но библиотека берет на себя функции туристическо-информационного центра. Такая ситуация у нас в Шенкурском районе, когда библиотека располагает полной информационной
базой, что происходит в районе, и предлагает читателям, посетителям библиотеки воспользоваться этими туристическими маршрутами. Следующий альянс, да, в плане развития туристического направления наблюдается в Ленском районе. Готовясь к выступлению по районным библиотекам, был запущен опрос, и вот, значит, библиотека пишет, что туристического информационного центра библиотеки нет, но такой есть в Доме культуры, который находится недалеко, и успешно с туристическим информационным центром сотрудничают, и уж не знаю там по какому установленному графику, но проводятся экскурсии по данному селу. И еще одно направление, которое присуще архангельским библиотекам. Библиотека – объект туристических программ. И такой вот любопытный опыт, и узнала я об этом несколько лет назад, и совсем не от библиотекаря, а от представителя туристической фирмы. Туристическая программа называется «Зимняя сказка на Виллиде», и туроператор как раз очень хорошо мне объяснял: вы знаете, мы заезжаем в деревню Кошкино, вот там библиотека сгорела, построили, появился Кошкин дом. То есть вот библиотека работает в этом бренде, рассказывает там, ну, в основном эта туристическая программа рассчитана на школьников, поэтому рассказывают детям о домашних животных. И вот музей света, о котором я упоминала, находится тут же неподалеку, в этом помещении. И в библиотеку экскурсии попадают уже в рамках туристических туров. И второй прецедент – это у нас в Приморском районе. Один из филиалов тоже стал объектом туристического маршрута. Туристический маршрут называется «Пустошь Родина Ломоносова» и проводит экскурсию по деревням, это уже сам библиотекарь, знакомит с островом, с его современной инфраструктурой, богатой историей, рассказывает о знаменитых купцах, живших на острове, посещает могилу пустошного участника экспедиции Седова на Северный полюс, далее посещение лоцманской гостиной библиотеки, проведение мастер-классов. Да, вот, в общем-то, на этом я завершаю такой блок свой информационный. Надеюсь, что у вас появилось представление о том, что происходит в Архангельской области. От себя добавлю, что не совсем равномерно происходит развитие туристической деятельности, и наибольшая активность характерна как раз сельским районам, когда партнеров очень хорошо видно, и видны туристические все фирмы, объекты, то есть кто, если не мы. И библиотека очень, вот, сельская библиотека, она тоньше чувствует, работает с этим туристическая индустрия или не работает, поэтому она очень четко входит в эту туристическую нишу. Так что вот такое заключение у меня, да. Вопросы? Спасибо, Елена Викторовна. Вопросы, пожалуйста. Лариса, будь добры, микрофон, Лариса Александровна. Да, у нас это касается только Коношской библиотеки районной. Все равно интересно, как это. Да, вы можете зайти на сайт. Я вам сейчас не готова комментировать госзадание, поскольку лучше беседовать с представителем библиотеки, да, по этому вопросу. Конечно же, не без трудностей. Конечно же, чтобы турист приехал, нужно, чтобы многое чего совпало. Работают действительно в основном, ориентируясь на школьные каникулы, распространяют информацию среди школ, да, привлекая сюда. И, конечно же, участие вот с этими программами в каких-то крупных мероприятиях, которые проходят в этом. Ясно. Я сейчас немножко не про то, чтобы турист там пришел за этой услугой в библиотеку, а про то, что здесь директоров-то достаточное, да, количество, по-моему, и, ну, как бы региональных, и муниципальных. И получается, что если что можно писать, что вписывается учредителем в муниципальное задание, если мы говорим о муниципальной библиотеке, ну или в государственное задание, да, то, что разрешено уставом. У нас написано, ради чего мы созданы, понимаете, есть основные виды деятельности, есть дополнительные виды, то есть иные виды деятельности, которые мы вправе осуществлять, если это учредитель нам утвердил в нашем уставе. Далее, есть такая штука, которая называется АКВЭД. То есть вот эти штуки тоже, они как бы, поэтому мне просто интересно было, и вы просто как библиотека, я сейчас не в смысле каких-то Нет, этих... давайте, Вам хорошо. это не интересно разобраться в этом?
Нет, я понимаю Я просто ваш то, что вот интерес. на лаборатории... Давайте обменяемся контактами. Да, и Понятно. информацию всю, поскольку эта библиотека действительно идет особым путем в туристическом направлении, поэтому уже свяжусь непосредственно с директорами и уже не преломляя какую-то данность, я постараюсь вам Это ответить. понятно, спасибо большое. Просто я, Ольга Рудольфовна, это на следующие вот эти лаборатории, этот вопрос, это целая отдельная вообще песня, всякая нормативка, и это та нетворческая часть этой работы, которую директора, как всегда, на себя и берут, ну, в общем, потому что должны это делать, это наша часть работы, но с этим надо тоже разбираться. Я думаю, что тут значительно проще. Все в АКВЭДе есть. Это просто под видом мероприятий, которые проводит библиотека, они там именно этим прикрываются. Там нет слов туристический, а не надо вот это, они не вписывают, как туристы просто получают в рамках деятельности как мероприятия. А то, что они туристические там и направлены, это уже не звучит не обязательно в госзадании. В таком случае, коллеги, это вообще другая история, понимаете? У нас мероприятия могут быть всякие разные, да, действительно. Вот, но если мы говорим о том, что туристская деятельность, там, проведение экскурсий вписано как вид деятельности, что такое муниципальное задание? Это тебе учредитель поручает сделать определенную работу с определенным объемом, с определенным финансированием, понимаете? Это уже вот как бы... А то, что мероприятие, у нас, например, мероприятия в госзадании вписывают только те, на которые есть отдельное финансирование. Все наши многочисленные выставки, все подобное мы просто осуществляем в рамках единственной услуги библиотечной, информационной, обслуживания пользователей. Ну, я думаю, все, да, потому что иначе все свои тысячи мероприятий мы должны будем вписывать, а этих мероприятий мы можем провести и 2000 без увеличения всякого финансирования. Правильно? Мы все это умеем делать, и все боролись вообще с этой ерундой. Так, ну вот в том-то и дело, понимаете? В том-то и дело. Я просто к тому, что если мы хотим на серьезные рельсы ставить это самое туристическую эту работу, в смысле связывать на профессиональном уровне туризм и краеведение в библиотеке, то об этих вопросах тоже нужно думать. И возможно, что ответы будут от региона к региону и даже от библиотеки к библиотеке в одном регионе разные, потому что учредители разные, юристы разные и так далее, уставы разные, условия разные. Дискуссии. Я просто сейчас думаю, что пока у нас, во всяком случае, ситуация, что муниципальные библиотеки хотя бы должны доказать, что то финансирование, которое уже есть, нужно подтвердить, а не просить дополнительно, понимаете? Они сейчас борются за то, чтобы доказать, что вот они существуют, и то, что муниципальное финансирование дано, за это они отрабатывают по полной программе. Не идет речь о том, дополнительно попросить сейчас. Вот, во всяком случае, у нас в муниципальных библиотеках. Ну вот, все понятно. Как вот Спасибо. Я прошу прощения, коллеги, мы так вырываем микрофон друг у друга с Ольгой Рудольфовной, но это очень важно. Смотрите, что значит, речь идет не о дополнительном финансировании, а речь идет о том, что вот в штате библиотеки, там, не знаю, 2-3, в муниципальных библиотеках сколько в поселенческих сотрудников? 0,5, и у нас и 0,75, да, и все такое, понимаете? И получается, что учредитель дает деньги на зарплату, на коммуналку, да, там, на налоги. Вот. Ну, в лучшем случае хороший учредитель маленечко дает на книжки, да. Там, и речь здесь не о том, что дополнительное финансирование, а о том, что учредитель, поручая библиотеке этот вид работы, он платит фактически зарплату этому библиотекарю за то, что он эту работу выполняет. Это очень важные вещи. Лариса Александровна, спасибо. Эта точка зрения ясна, поддерживаю абсолютно, и вообще инициатива наказуема. Лариса Александровна, для всего нашего краеведческого и библиотечного народа, пожалуйста, на эту тему доклад на Чувашском семинаре и вообще текст, который мы разместим. А чего? Нет Нет. Коллеги, я не надеюсь Ларису Александровну попросить, чтобы она всем вам рецепт выписала. Она не доктор, да? Но это человек, который видит проблему в этом ракурсе, да? И хотя бы как площадку возможностей, да? Как отправную точку, мы это сделаем. Мы реалисты.
Да? Эмоции в сторону, вот это трезвая правда жизни вот в этой части, которую мы пропускать не будем. Ага, Да. можно я поблагодарю Ларису Александровну, потому что вот такие комментарии, они очень полезны, это позволяет снять некую мажорность и розовые Мажорность, очки, да. и увидеть, да. И еще, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Ольгу Рудольфовну за то, что вы нас здесь собрали, позволили нам поговорить на эту животрепещущую тему, и позволю себе такой словесный каламбур, что вы так насытили программу, что мы расстраиваемся, что нам не удается раздваиваться. Так что да, спасибо. Мгм. Спасибо. Так, и последний до перерыва доклад Светлана Николаевна Будашкина, Музей в библиотеках Кировской области как объект культурного туризма. Светлана Николаевна, заместитель директора по научно-методической деятельности Кировской областной научной библиотеки. Это еще один монстр краеведения в России. Кировская областная библиотека у нас самая могучая в краеведении. Больше 100 лет без перерыва она делает, в общем, крупнейшую работу в краеведении. Спасибо, Надежда Михайловна. Ну, дело в том, что действительно мы сейчас друг друга видим, мы все работаем примерно одинаково, у меня осталось 10 минут, поэтому я повторяться не буду. Многие вещи мы делаем точно так же, как вы все. Так как туристической деятельностью мы, наверное, не можем похвастаться, тут я поддержу Ларису Александровну, потому что мы уже столкнулись с тем, что действительно надо иметь лицензию на туристическую деятельность. А то, что мы проводим для своих гостей, для гостей города, когда нас просят, вот такой планомерной работы, пока у нас нет, поэтому похвастаться мы ей не можем. Любая библиотека, наверное, хочет она или не хочет, она становится музеем. Наша библиотека носит имя Герцена. Дело в том, что он был у истоков ее организации, он был в ссылке в Вятке, когда открывалась библиотека в 1837 году. Он был первым библиотекарем, так как собирал книги деньги на библиотеку и записывал шнуровую книгу. Мы его считаем первым библиотекарем, хотя он им пробыл всего 2 месяца. Но так получилось, что уже, естественно, после февральской революции было присвоено имя Герцена нашей библиотеке. И я хочу сказать, как библиотеки становятся музеями. Уже эта речь, которую он сказал, уже в 22 году был заказан для библиотеки бюст, он был сделан скульптором, он уникальный. И тут как раз вы видите Герцена периода Вятской ссылки, молодого Герцена. В 1948 году перед библиотекой появился памятник, бюст Герцена, это уже более поздний период его жизни, когда он жил за границей, но тем не менее такие арт-объекты у нас появляются. Мы проводим, естественно, герценовские чтения. Самое большое у нас было событие, это когда приехал праправнук Герцена в библиотеку. И самый главный объект, наверное, музейный, который у нас есть, это кабинет Александра Ивановича Герцена. Дело в том, что наша библиотека находится в здании бывшего купеческого особняка, и мы всегда знали, что Герцен организовал нашу библиотеку, но в 90-е годы, когда стали искать адреса Герцена, выяснилось, что Александр Иванович 2 месяца жил у купца Машковцева, дом которого потом был приобретен библиотекой. Мало того, что он открыл, еще у нас, оказывается, жил, и как бы мы ни хотели, нам пришла в голову мысль в той комнате, где он жил, он занимал 2 комнаты, мы выделили одну, сделать кабинет Герцена. Мы хотели небольшой уголок, но нам помог наш предприниматель, у нас появился такой кабинет. Это была жилая комната, описания ее не осталось, поэтому мы сделали кабинет, потому что это библиотека, мы знали, что мы будем проводить здесь экскурсии, что здесь люди будут заниматься с редкими книгами, и такая красота у нас появилась. Надо сказать, что этот кабинет привлекает много внимания, и единственное, что мы пытались сделать с турфирмой, это был запрос на экскурсию по местам, связанным с именем Александра Ивановича Герцена по Вятке, и одним из таких объектов были мы. Прошло экскурсий 5-6, больше не было. Здесь у нас проходит очень много всяких мероприятий, событий. Это все понятно. Иногда мы приглашаем Александра Ивановича к нам в гости. Еще о событийном туризме, наверное, как неудивительно, когда библиотеку открывали, утром ее открыли, а вечером дали бал
в честь ее открытия. И вот уже 10 лет назад к нам пришли ребята, которые танцуют исторические танцы, и сказали: а давайте, вот у нас, видите, Вятка купеческая, дворянских особняков нет, красивых залов мало, один из них – это наш читальный зал. И впервые мы провели Герценовский бал, то есть вот посвятили тому балу первому, который здесь был. И надо сказать, что он приобрел такую популярность большую, что сейчас к нам на Герценовский бал приезжает 12-14 пар со всех регионов. Это и Москва, Ленинград, Кострома, Нижний Новгород. И можно сказать, что это событийный туризм, потому что все мы проводим экскурсии, говорим о библиотеке, об Александре Ивановиче Герцене. Некоторые впервые узнают о нем. Ну вот такое замечательное событие у нас есть. Но мы на этом не остановились, и у библиотеки решили организовать еще один арт-объект. У нас появилась скамья Герцена. У нас сделан старое здание и новое здание пристрой. И сбоку вот небольшая такая есть территория, где мы поставили скамью. Александра Ивановича здесь, правда, нет, но он просто вышел погулять в парк, я здесь оставил свою книжку и трость с котелком. Надо сказать, что средств было не очень много, и поэтому у нас оказались не очень качественные вот эти металлические материалы, и мы сейчас боремся с нашими студентами. И для того, чтобы прибавить знания, они трут эту книжку. Только появляется дырка, у нас идет ржавчина. Ну вот, каждый год красим. Ну, а сейчас немножко о тех проектах, которые у нас есть, и, может быть, они не везде есть. Дело в том, что наш директор Надежда Павловна Гурьянова, она как-то очень любила книгу и очень чутко относилась к тому, ее очень огорчало, что наши дети очень мало читают, а если читают, то читают очень поверхностно. И возникла такая мысль сделать кабинет писателя. Это кабинет не вятского писателя, это писателя вообще, но, конечно, он связан с Вяткой. Мы выделили комнату, где собрали вещи, которые принесли нам сами жители, писатели наши гости, где мы рассказываем и читаем лекции по истории русской и зарубежной литературы. Надо сказать, что, конечно, нам еще повезло в том, что у нас туда пришла работать очень такой творческий педагог. Она кандидат философских наук, бывший преподаватель вуза. И вот согласилась поработать в библиотеке, и она читает очень интересные лекции. Надо сказать, что вот вы, наверное, заметили, сейчас очень много пишут сочинений, и даже учителя иногда затрудняются подобрать, допустим, какие-то произведения литературные для того, чтобы детей направить. Ну вот я помню, что там, допустим, был «Долг», «Честь», да, там «Предательство» и так далее. И вот она готовит лекции по этим темам и ходит по школам, но я почему об этом говорю, что этот проект у нас не областной, это не наш городской, мы его распространяем на всю область. Она ездит по нескольким пока районам и также читает лекции на все эти темы. Ну, Вятка связана с многими именами, такими как Николай Заболоцкий, Короленко, Грин, современные писатели, вот видите, Владимир Николаевич Крупин, Анатолий Гребнев. Но вот эти писатели нам подарили вещи, которые у нас есть. Машинка, на которой печатал, допустим, Распутин. У нас есть гармошка Василия Белова и так далее. Ну вот, и она пытается вот через эти вещи, как бы, когда они видят предмет, уже рассказать какие-то вещи. То есть научить их видеть в литературном произведении не только вот какой-то сюжет, но и смыслы, которые он затрагивает, а темы самые разные. Ну, это и проект, который приносит нам деньги. У него лекции платные. Мы думали, что это будет не востребовано, но сейчас мы уже ограничиваем количество, потому что она не может так много читать лекций, сколько просят. И результатом ее деятельности стала книга. Мы активно издаем, у нас издательский отдел, и вот ее лекции «Как слово наше отзовется», которую мы издали, и эту идею поддержал МГУ, у нас совместные издатели с Московским государственным университетом. Это впервые в нашей истории. И рядом у нас кабинет истории библиотеки, но об этом я говорить не буду, это как везде. Там какие-то предметы, уголок библиографа и так далее.
Еще один проект, который мы очень любим, очень долго ведем, это мы назвали его «Родовые гнезда писателей-земляков». Я уже сказала, что у нас есть два писателя, это Владимир Николаевич Крупин и Анатолий Григорьевич Гребнев, которые сейчас живут за пределами Кировской области, один в Перми, другой в Москве, но у них сохранились дома, в которых они родились. И они находятся вот у Анатолия Григорьевича село Чистополе Котельнического района. Это небольшая деревня. И у нас, нам пришла такая мысль. Мы как бы проводили встречи, крупинские чтения у Анатолия Григорьевича. Это был праздник колокольчика Вятского эха. Но потом вот, так как все время туда приезжали, решили, что вот эти родовые гнезда, вот эти дома, которые у них сохранились, надо как-то привести в порядок и сделать из них, ну, своеобразные такие еще одни центры культуры. Как начиналось? Вот дом Анатолия Григорьевича Гребнева, в таком он состоянии был. И это дом Владимира Николаевича Крупина. Не думайте, что семья Крупиных занимала весь дом. Это только вот была вот такая комнатка и кухня небольшая. Вот 6 человек детей и 2 взрослых вот здесь ютились. Но у Владимира Николаевича случилось несчастье. Этот дом сгорел, потому что соседи были не очень аккуратны. Но тем не менее. И вот что сейчас они из себя представляют. Это реставрированный дом Анатолия Григорьевича Гребнева в селе Чистополье. Вот это внутри, видите, здесь как бы мы немножко сельский был, разбавили, поставили стеллажи, потому что и тот, и другой писатель привезли очень много книг, каких-то предметов. И эти дома, они стали местом встречи школьников, пенсионеров, всех, кому интересно. Мы приезжаем туда 2-3 раза в год, но когда мы уезжаем, эти дома, они не стоят, они работают, и наши библиотекари помогают, и учителя. То есть это появились еще 2 дополнительных таких культурных центра вот на селе. Значит, у Анатолия Григорьевича мы придумали, что это у нас дом деревенского детства, а у Владимира Николаевича, это по его желанию, был дом православной культуры. Вот это он внутри дома, он привел все свои коллекции, которые ему дарят. И все эти чтения, которые у нас проходят, раньше мы начинали в городе Кирове, потом ехали в Кельмесь или в Котельнич, а сейчас решили начинать их и в других районах. Нам это понравилось, районам тоже, и вот уже несколько районов у нас активно участвуют. Ну, я уже говорила, что у нас большая издательская деятельность. Все, что мы делаем, мы стараемся оформить какие-то книжки, чтобы это все не пропадало. И вот этот проект выявил такую тенденцию, что ли. Мы приезжали с этими писателями очень часто, и нам говорили, не хватает книг, которые у них есть. И вот специально, так как сейчас есть литературное краеведение, мы сделали такую серию «Герценко детям». Авторы нам подобрали свои произведения, и сейчас у нас во всех библиотеках Кировской области эти книги есть, а в тех районах, где они живут, их и, наверное, есть у каждого жителя. Ну, если говорить о библиотеках Кировской области, то, наверное, у нас нет такой, скажем, какой-то деятельности, о которой можно было бы рассказать. Так же, как везде, очень много, почти во всех библиотеках сельских, это у нас всегда практически есть какие-то уголки или целые комнаты, это сельского быта, да, крестьянского быта. У нас многонациональная область, поэтому есть центры марийской, удмуртской культуры, татарской и так далее. Ну, вот я не буду об этом говорить. Вот очень много именных библиотек. Конечно, очень много зависит от самих библиотекарей. Вот одна из именных библиотек – это Юрианская центральная библиотека имени Сычугова. Надо сказать, что она это имя получила как бы по наследству, потому что это имя – это местный просветитель, он был медиком, но и основал библиотеку здесь, самую первую в этом районе.
И была присвоена имя Высоковской библиотеке там, где он работал. Когда эту библиотеку закрыли, Центральная библиотека стала носить это имя, то есть они его передали. И вот у них целый маршрут сделан, когда начинается вот с его родины, где он работал, там, где... Это я часть их экскурсии скопировала, чтобы вы могли посмотреть. И, значит, места, связанные с ним, где он работал, где он похоронен и так далее. Целая экскурсионная у них программа разработана, по которой они работают. Но все это делается бесплатно. Еще один пример – это Центр патриотического воспитания имени Григория Булатова. Это имя у нас хорошо известно в Кировской области. Вы знаете, что во время войны на Рейхстаг было возведено очень много знамен. Но мы, конечно, верим, что самый первый это был наш Вятский Григорий Булатов. И вот это такой патриотический центр, они находятся в городе Слободском. Город Слободской – это Грин, там очень много с ним связано, но вот они сумели на этом имени, и вот, конечно, энтузиазм и директора этого патриотического центра, они проводят всевозможные мероприятия, связанные с памятными датами. Конечно, все, что связано с Булатовым, во всех архивах, везде они уже все это выяснили, все у них собрано, но... И вот постоянно они проводят какие-то мероприятия. Очень посещаемый центр, очень посещаемая библиотека. И вот большое им спасибо. Ну и стали появляться у нас во многих районах и сельских даже библиотеках это музеи книги. Сейчас это очень востребовано, и вот одна из библиотек на Ленской, они сумели сделать небольшой пристрой, в котором как раз разместили вот такую библиотеку, такой, вернее, музей. Ну вот это кратко, если что, если есть вопросы. Спасибо большое, Светлана Николаевна. Вопросы, пожалуйста. Значит, смотрите, у нас сейчас мы на 4 минуты перебрали, я поэтому скажу буквально 2 слова про этот доклад. И дальше кое-что, ну, такое вот грустное для меня. Значит, смотрите, пожалуйста, надеюсь, вы обратили внимание. Арт-объекты. Слышали, да, про скамью? Вот это не частность, потому что я вот раз говорила, обращала ваше внимание в предыдущем докладе, в предыдущих, на разметку, краеведческую разметку, да? А есть еще одна фишка, которую научились делать библиотеки. Они создают новые объекты на тех территориях, которые им, так сказать, подвластны, да, создают новые объекты, внимание. Иногда они делают это, просто поставляя информацию властям и говорят, вот тут должна стоять скамья, а вот там должна стоять часовня, а вот здесь, и обратите внимание, еще сильнее в Архангельской области, вот об этом не было сказано, но это исключительно важно. Иногда сельская библиотека, одна тетенька на полставки, да, не на каждый день, поднимает народ, обеспечивает информационную составляющую и методом народной стройки, как раньше ставили церкви, да, обыденские, строят часовню, которая стояла на берегу этого озера, но ее уже 70 лет нет. По чертежам, по планам, по материалам собираются, и кто доски, кто бревна, кто рабочие руки, кто немного денег. И воссоздают. И дальше вокруг этой часовни День села, и событийные, вот эти вот событийные основы туризма. И вот так вот в Архангельской области, в глуши, сельские библиотеки, в некоторых случаях, про один знаю железно, восстановили, возродили умирающую волость. Нашла вот такая библиотекарша сведения о местных промыслах, нашла еще не умерших людей, которые помнят, как ковать, и нашла, где была кузня. Помнят, как там чего еще делали. Сейчас эта волость не помирает, она объект и внутреннего туризма, и уже понемножку международного, а там тоже комары и болота, и леса. Вот это библиотеки делают, и вот это тоже такая же разметка делается в городах, в очень многих, я даже не буду перечислять. Это первое. Второе. Что делают библиотеки Кировской области? Вот то, о чем Светлана Николаевна говорила, и, может быть, вдруг, если кому-то показалось, что это не на тему, так это строжайшим образом на тему. Визуализация истории, новая концепция, которая будет обсуждаться в мае на конгрессе у нас вместе с историками. Визуализация истории. Музеи и библиотек как опорные точки
для всей экскурсионной работы. У нас музеи уже таковы, что спокойно могут конкурировать с гораздо более старыми и крупными музеями. Вот это комментарий короткий к тому, о чем только что были два замечательных совершенно доклада. Теперь о грустном. Значит, мне министр культуры Республики Коми попросил меня обязательно присутствовать на пленарном заседании, которое начнется в 4 с минутами, чтобы я доложила о том, что делается с библиотеками. Есть предложения, от которых нельзя отказаться. У меня, надеюсь, будет возможность сказать еще раз отчетливо о том, что в модельных библиотеках, как во всех остальных публичных библиотеках, краеведение – это главное. Это то, без чего никакой проект модернизации существовать не может. Но я буду вынуждена оставить вашу замечательную аудиторию, нашу с вами замечательную аудиторию, но я знаю, на кого я эту аудиторию, вас всех оставляю. Лариса Александровна Сулейманова. Значит, не бойтесь, не бойтесь. Значит, Лариса Александровна Сулейманова, кроме того, что она директор очень интересной творческой библиотеки, она еще член постоянного комитета нашей секции, в которой я случайно председатель, да? И Лариса Александровна замечательно умеет вести все, как вообще замечательно умеет делать все, за что берется. Поэтому, к огромному сожалению, я бы вернулась бы, если удастся, но боюсь, что это не получится. Если не получится, огромное спасибо всей аудитории. Я надеюсь, что вторая часть, которую сейчас после перерыва вы приступите, пройдет так же замечательно, как первая, что вы разговоритесь. Лариса Александровна успешно, абсолютно, меня заменит. Если вернусь, то триумфально войду как-нибудь за сколько-нибудь минут до... скорее всего, нет. Огромное спасибо вам. Я счастлива, что такая тема, как краеведческий туризм, привлекла столько людей. Сейчас вы все пойдете отдохнете, да? Перекусите немножко и 15:55 всем быть здесь. Ура! Давайте, встаньте уже, как вы встаньте. Диана Альбертовна. Да, Лариса, спасибо большое. Выкраивайте Женю, ставьте Дарину. И надо ее найти. Да. Давайте ее сюда. Дать слово. Надо ее предупредить, чтобы она вернулась. Пожалуйста, конечно. Так. Все. Так, сейчас я соберу здесь. Ага, ладно. Все, ой. Я еще не говорю.
честно, ребята, не горите. Еще недельку после этого не стало. Лучше сделать хорошо, чем хорошо. Значит, смотрите, холодные и теплые воды. Лариса Александровна сдаю. Да, Удмуртия. Удмуртия. Новоприбылый человек, но наш просто насквозь. Так. Да, я все поняла. Да, что у вас не записалось. Да. Да. Извините, пожалуйста. Елена Николаевна, вот сейчас это состояние слагания. Можно я вам дам? Нет, я просто вот, я не знаю, я как раз могу снять. Да, да, Сергей, я хочу вам сказать. Значит, вас выставят. Я предупредила Раису Александровну, значит, на несколько не надо понимать. Презентации не нужно. Вы расскажете, что вы хотите рассказать. Дайте серьезно. Аудитория долгая. Лариса Александровна, если вы рассказали, что вы правильно говорите, значит, самое главное, не волноваться вообще не надо. Все, значит, спокойно. Значит, смотрите, Лариса Александровна, я специально звоню, потому что знаю точно, все отлично, мы соглашаемся. Вы рассказываете, уважаемые начинается в 16:30. Так, сейчас, ага. Одну секунду. Прошу прощения. А? Что нужно? Нет, я не увидел. Надо бейджик, потому что на него удобнее цеплять. Все, мы готовы.
Единственное, у меня вышла камера, предупреждаю вас, коллеги. Да ладно, проходите, ничего. Арсенал уже приехала с Надеждой Михайловной. Вот она сейчас ее забрать и Ты просто красавица изначально. Да, да. Сама выбирай ручку. Коллеги, убрать. Кто еще не делает положение, убрать медленно. Спасибо. Мне надо быстро-быстро собраться. Прямо стремительно. И переодеться, а потом все, ничего. Ведь Григорьевна рот открыла, закрыла. Время прощать. Выйдет уже. Сейчас немного Опять пахнуло уже. Опять проезд? Да. Еще Сейчас нас настроение. Да. Лариса, иди вставай же. Еще раз. Так. Все, спасибо. Отлично. Я потом покажу. Я догадалась. Лена, я ее там ищу. Я ее там ищу.
Никакого там нет, что ли? На чей? Вот. Можешь на свой? Только тут как без ног. Без ног. Может, нога. Только иди к нам, Алене дай. Алене дай, иди к нам. Подальше можно. Иди сюда сама. Можно подальше. Да. Иди сюда, здесь болтай. Я помашу сюда, помню. Да не надо, не задерживай народ. Так, у Маши все тут. Вот она. Спасибо. Ой, я не вас куда-то ищу. Бежала? Пошли? Спасибо. Не получается уже полная каша. Уважаемые коллеги, нас после перерыва будет поменьше, поэтому я предлагаю всем поближе, да, чтобы чуточку покомпактнее. А вот эту штуку видно сзади? И вот так вот еще. Ага. Хватит уже. Поближе вот так, а дальше можно. Да, давайте. Ира Николаевна, Таны. Да. Да, у нас вообще, чтобы мы не выбились. Там с трибуной, да? Карелия, видите, я же всех знаю. Уже все. То есть все, уже. Да, спасибо большое. 3 минутки. У нас не нет, мы идем. Конечно, у нас получается 15 минут на доклад. Мы можем говорить, что там 10 минут максимум доклад, осталось время, чтобы на
7 получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И седьмой стендовый вот это. Да. У нас получается с вами ровно 7-15 минут. 4 в первом часе и 3 во втором часе. Что, трубить сбор? Нет там? Да, трубите. Коллеги дорогие, ну что, передохнули немножко? У нас с вами достаточно плотное расписание на эти 1:45, поэтому давайте будем начинать. И первый доклад после нашего перерыва. Николаева Татьяна Васильевна, заведующий Центром национальной краеведческой литературы и библиографии Национальной библиотеки Удмуртской Республики, город Ижевск. Литературное краеведение, туризм, библиотеки, современные формы из забытого прошлого. Коллеги, все, кто докладчики этого вот этой половины, у нас с вами 7 докладов и 7 15-минуток. Давайте постараемся уложиться следующим образом. Минут 10 на доклад, чтобы у нас минут 5 оставалось. Расскажу за 5 минут. Задать вопросы и так далее. Пожалуйста, не нужно выбрасывать существенные вещи. Опускаем песни о родине и все такое. А все остальное, что важно всем, мы, конечно, оставляем это всегда. Я даже не делала видео-аудио этой презентации, потому что решила, что ничего нового не расскажу. И надо было в название добавить, что это литературное краеведение, реанимированные формы из забытого прошлого. Глава у нас нашей республики тоже молодой и амбициозный мужчина, всех призвал озаботиться туризмом, создавать туристические продукты. Все бросились организовывать фестивали, какие-то праздники. Что нужно людям? Хлеба и зрелищ. То есть фестивали посвящены еде или этнографии, то есть коренному населению. А библиотека – это книжка. Книжка и писатель. Литературным краеведением занимаются все из самого начала организации библиотеки. Поэтому, я думаю, в каждой библиотеке есть литературный музей, уголок, стенд, посвященный писателям-землякам. И я хочу представить несколько проектов, которые имеют какую-то еще и привлекательность для турфирм. У нас в Удмуртии, в городе Глазове, известном своей промышленностью, городская библиотека реализует проект «Глазов литературный». Ничего особенного. Экскурсии для детей 11-12 лет. В библиотеке оформлен стенд, который называется «Литературные портреты моего города». И затем, после ознакомления с этим стендом, идет пешая экскурсия к зданиям в городе, которые связаны с тем или иным известным именем в городе. Более такая, как говорится, денежная, наверное, денежный продукт смогла организовать Сарапульская центральная городская библиотека. Сарапул – это старинный город купеческий, и они организовали тоже несколько, 7 или 8 пеших экскурсий, которые были посвящены автору местному, современнику, можно сказать, которая в начале 20 века училась, жила в этом городе и написала автобиографическую повесть. Повесть о рыжей девочке. Вот вокруг этого имени и вокруг этого произведения завязываются все экскурсии. То есть в литературном туризме, если взять международное определение, это путешествие либо к месту, связанному с жизнью и творчеством писателя, либо к месту, которые отразились в творчестве.
Поэтому эти сотрудники библиотеки организовали экскурсии по местам, упомянутым в этой повести. То есть девочка начала с реального училища, описала дом, где жила, где гуляла. И вот по всем этим местам были организованы совершенно разные экскурсии. Некоторые экскурсии проводили сами библиотекари, некоторые экскурсоводы, некоторые актеры с цитатами из этой книги и с участием театрализованных каких-то сценок, представлений. Сейчас эту экскурсию в несколько другом формате представляет турфирмы города Ижевска. Если я правильно интересовалась на сайтах, с человека 2000. Отправной точкой этой экскурсии служит площадка библиотеки с литературным музеем. Называется «Литературное древо Сарапула». Далее они идут по этим зданиям, которые упомянуты в повести. В этих зданиях рассказ о писателе, инсценировка семинарской жизни. Пишут чернилами, пробуют писать чернилами, отгадывают, решают задачки из семинарских учебников. Пьют чай в доме купца Башенина, и все это на целый день. И все это сегодня востребовано. И активно рекламируется туристической фирмой. И надо сказать, что эти проекты сегодня создают не только какой-то разовый прецедент, но и общий культурный фон. Вся история города, история того времени связываются с одним писателем и с одной книжкой. Если говорить о нашем проекте, он сейчас у нас отображен на экране, часть этого проекта. Называется он «Дни литературы муниципальных образований в Удмуртской республике». Когда наш руководитель призывал нас к организации и продумыванию этого мероприятия, мы были все немного озадачены, потому что в нашей республике 25 муниципальных образований. Реализация проекта предполагалась на год. То есть Дни литературы одного муниципального образования продолжаются целый год. Это работа на 25 лет. Перспектива, мягко говоря, нас не радовала. Но это все то же самое, что делаете вы. Все тоже, как говорится, знакомое и давно известное советское прошлое, когда были Дни литературы и искусства каких-то республик. Но когда мы с помпой на красивой сцене открываем эти Дни литературы, приглашаем главу, приглашаем начальника управления культуры, приглашаем известных деятелей этого района, читает стихотворение писателя, земляка какой-нибудь депутат, совершенно другое впечатление. Глава говорит: надо же, чем занимаются библиотеки. Отдел культуры восклицает: оказывается, сегодня слушатель, зритель может воспринимать не только песни и пляски, но и стихи. И когда другая часть аудитории, слушательская, говорит уже на закрытии торжественном: а вот сейчас нам хватило уже и новых имен. Если вы вначале делали упор на классиков, на заслуженные какие-то имена, сейчас мы открыли для себя и новые литературные таланты. И тут к ним подключились еще и работники искусства. Они сказали: мы тоже хотим к вам присоединиться. Проект реализуется уже 3-й год. После первого проекта материализовалась, я бы сказала, литературный объект туризма «Аллея писателей» местного района. Пожалуйста, можно тоже водить снова экскурсии. После 2-го года создался турмаршрут по местам, упомянутым в произведении другого писателя. После 3-го проекта, то есть 3-й год реализации, возник литературный десант, когда ежемесячно из Ижевска выезжали в деревни, в села, муниципальные маленькие библиотеки, писатели, поэты и деятели искусства. Это тоже оказалось сегодня востребованным. Но турмаршруты – это хорошо, и я тут тоже хочу
сказать, что к нам тоже возникли вопросы. Во-первых, когда вы ведете туристический маршрут, кто несет ответственность за жизнь и здоровье участников этого туристического маршрута? Во-вторых, от туриндустрии возник вопрос, а вы имеете лицензию? И прошли ли вы аккредитацию на ведение такой деятельности? И эти вопросы пока у нас открыты. Ответа однозначного и ясного мы пока получить не можем. Но я хочу сказать, что хорошо, что 25 лет нам предстоит проводить Дни литературы. Есть за это время, то есть мы можем обработать каждое муниципальное образование, каждого главу и показать значимость библиотек и культурной деятельности библиотек. Спасибо. Не убегайте. Коллеги, когда человек эмоционально рассказывает, да, то, чем занимается, всегда это звучит интересно. И смотрите, вы говорите, вопросы пока остались без ответа, да? А кто вам на них отвечать-то будет? Сами, да. В республике же наверняка есть что-то типа агентства по туризму, да? Конечно, есть. Вот, так и с ними и надо искать вместе ответы. Вот, потому что... Спасибо, показали направление. Вот, мы, да, с этими сотрудничаем. Коллеги, есть вопросы? Я, знаете, о чем предлагаю подумать? Вот, спасибо большое. Пока у нас будет выступать, готовится сюда выйти следующий докладчик, Маргарита Самуиловна Волкова, заместитель директора по библиотечной работе Вологодской областной универсальной научной библиотеки имени Бабушкина, с докладом на тему «Кровеческий туризм в библиотечном формате» из опыта Вологодской ОНБ. Сегодня Надежда Михайловна уже упоминала эту библиотеку и ее прекрасный опыт. Я предлагаю подумать вот о чем. Вот когда мы говорим, вот знаете, я в выступлении коллеги зацепилась за такую фразу «более денежный продукт». И предлагаю подумать нам с вами вместе вот о чем. А зачем? Вот у меня правило – ничего не начинать делать до тех пор, пока ты не ответишь на 3 проклятых вопроса. Я библиограф. При составлении плана проспекта библиографического указателя первые 3 вопроса, на которые ты отвечаешь – зачем, кому и для чего. Вот давайте подумаем, не буду говорить свою любимую поговорку, вот, но зачем библиотекам заниматься смычку краеведения, туризма. Зачем это библиотекам надо? Давайте, если у нас время в конце останется, мы попробуем обменяться мнениями на эту тему. Хорошо? Спасибо. Пожалуйста. Так, я должна нажать направо или налево? Включено. Спасибо. Спасибо. Ну, пока посмотрите, пожалуйста, на эти очень красивые фотографии. Я представляю Вологодскую землю, древнюю землю, ее еще называют Северной Фиваидой, поскольку огромное количество монастырей, обителей, церквей. Туризм – это стратегическое направление в развитии нашего региона. Есть у нас несколько региональных программ, таких как туристический кластер. И одна самая известная – это Великий Устюг, родина Деда Мороза. А также вы знаете, что сейчас относительно новый туристический маршрут «Серебряное ожерелье». Так вот, 7 городов Вологодской области входят в состав этого маршрута. И эта перспектива – это будущий аналог Золотого кольца России. Я сегодня слушала коллег, и пришла в голову мне такая мысль вот по поводу того, что сейчас уже говорили, что у нас иногда, ну сегодня, может быть, выступление, потому что тема такая, происходит, мне кажется, даже подмена понятий. Стоит нам назвать пользователей туристами, и мы уже вот во главе туристической отрасли. Проводим экскурсию по библиотеке, и это мы проводим не просто для пользователей, а для туристов. Вот такое чувство у меня возникло. И поэтому, я думаю, тут нам как-то не надо впадать в этот соблазн и переходить в эту тонкую грань. Все-таки мы библиотека и оказываем посильную помощь развитию туристической отрасли. Что касается нашей библиотеки, о чем я хотела сегодня рассказать. Так, значит, в 2018 году мы разработали аудиоэкскурсию «Прогулки по Вологде».
Чем она интересна? Во-первых, это бесплатная экскурсия. Во-вторых, она сделана на платформе сайта экскурсий и аудиогидов Easy Travel. На сайт может попасть любой человек, достаточно воспользоваться и использовать эту экскурсию на прогулке. Достаточно иметь какое-то мобильное устройство, или это телефон, или это планшет, и скачать приложение с Play Market. Когда приложение Easy Travel установлено на телефон, то через него устройство уже загружает файл нашей экскурсии. Там будет аудиодорожка, рассказ об объекте, текстовый формат и фотографии. Каждая точка экскурсии связана, имеет свою триггер-зону. И стоит зайти вот на эту территорию, начинается воспроизводиться текст. То есть вы можете уже прослушать экскурсию, не надо никакого экскурсовода. Каким образом мы эту работу делали? Значит, сначала мы исследовали карту города, выбрали 49 точек, которые представляют интерес для туристов, написали тексты, на фактологические ошибки проверили специалисты, то есть текст выверен, информация самая достоверная, самая интересная. Затем эти записи, текст мы записали, сделали аудиофайлы, их 49, и затем данные точки были нанесены в структуру аудиоэкскурсии на Easy Travel. Для каждой точки был выложен основной текстовый файл. Сначала брали исторические фотографии этого места, затем прошли сами, сделали современные фотографии, совместили их, делали сами фотографии для того, чтобы не было у нас проблем с авторским правом. И теперь любой человек, гуляющий по городу, может скачать нашу экскурсию и прослушать. Как только он попадает в эту триггер-зону, начинает воспроизводиться текст. Очень интересно. Мы на себе сначала это все проверили, прежде чем выставить на сайт. И что я хочу сказать. Довольно эффективно. Если мы в конце августа стали предоставлять пользователям, то у нас на март месяц 6500 обращений к нашей аудиоэкскурсии «Прогулки по Вологде». Так, вот это наш сайт. И здесь я вам хотела показать интерактивную туристическую карту, которая называется «По дорогам Вологодчины». Мы ее делали в 2010-2011 годах. Рабочая группа была создана. Сделали мы значит, вот есть возможность выбора маршрута, всего маршрутов 16, но они проходят через все районы нашей области, 26 всего районов у нас. Значит, вот это, видите, карта. На карте флажками обозначены пункты. Каждый флажок – это информация текстовая о каком-то населенном пункте. И не только о населенном пункте. Это может быть какой-то природный памятник, это может быть церковь. Все указаны руинированные церкви, чтобы кто-то путешествует по нашей области на автомобиле, и они могли ознакомиться с памятниками, двигаясь по этому маршруту. Тоже было много обращений, но вот такой нюанс. Было это все сделано, как уже я сказала, в 2011 году, была использована в настоящее время уже устаревшая версия флеш-плеера. И поэтому новое программное обеспечение на новых браузерах не поддерживается. Можно теперь обратиться к карте, только используя Internet Explorer. Вот такой нюанс, но вот довольно значительный. Значит, и еще... Теперь мы с вами обратимся к визитной карточке, можно сказать, нашего учреждения. Это медиатека «Память Вологды». Мы очень часто о ней рассказываем на профессиональных встречах. Возможно, кто-то из вас уже слышал информацию об этом нашем ресурсе. Что он из себя представляет? Работаем над ним 15 лет. То есть мы начали цифровать фонды, как и все библиотеки сейчас, но мы стали сразу делать тематические коллекции. В настоящее время их 27. Я сейчас расскажу только о тех, которые имеют отношение к туристической отрасли, к туризму, которые могут привлечь как-то наших пользователей, которые имеют намерение приехать к нам. Значит, начали мы, конечно, с бренда, вернее, не начали, но у нас такая есть теперь коллекция «Родина Деда Мороза». Что здесь представлено? Вот посмотрите, пожалуйста, фотографий здесь много. Это мультимедийный ресурс, то есть здесь тексты, фотографии, звук и аудиоэкскурсии. Содержит публикации по истории создания, реализации, перспективам роста этого проекта, туристические карты и схемы, фото и видео о вотчине Деда Мороза и также новогодние стихи и викторины для проведения праздников. И мы надеемся, что после виртуального знакомства с Великим Устюгом, с родиной Деда Мороза, пользователь захочет и воочию встретиться с главным Дедом Морозом нашей страны.
Так, диапазон тем, которые у нас представлены в нашей памяти Вологды, он большой. И Вологда как родина знаменитого масла, Вологда как центр льноводства, как поставщик леса. В общем, хотим показать, что многоликая и щедра Вологодская земля, и много есть чего на ней посмотреть. Значит, в историческую канву вплетаются такие темы, как вот вологодское маслоделие, например. Здесь есть публикация о том, как выявить подделку, где нужно купить вологодское масло. Ну и вот, пожалуйста, масло это знаменитое, приезжает к нам, обязательно его приобретают. Мы начали вот с вологодских брендов, потому что за один день торговая марка, ее уважение к ней не формируется, поэтому есть история вопроса. Вот с историей вопроса тоже можно познакомиться на нашем сайте. Так, вологодский лен. В 2007 году мы сделали этот ресурс, полнотекстовый, содержит материалы об одной из главных отраслей сельского хозяйства, о переработке льняных изделий и вот о том, что вот такие изделия можно у нас купить. Тоже у нас магазинов много в Вологде, которые продают лен. Вот о вологодском масле я еще проскочила. Хотела сказать, что там у нас есть научно-популярный фильм, который снимали сотрудники нашей библиотеки, и сценарий тоже написала сотрудница библиотеки, имеющая сценарное образование. Раздел «Вологодские народные промыслы» создан в 2012 году. Рассказывает о 10 художественных промыслах, которые развиты на территории Вологодской области. Это прежде всего вологодское кружево, это роспись по бересте, это шимогодская резьба и так далее. Есть материалы о мастерах, которые занимаются этими промыслами. Идем дальше. Очень быстро буду говорить. Библиотека путешествий «Русский север» содержит воспоминания путешествующих по Вологодской области. Очень много мы начали книги-то цифровать, естественно, которые не подпадают под авторское право, но и эти воспоминания и записки путешественников очень интересны, дают зарисовки северной природы и прелюбопытнейший рассказ иноземных путешественников, которые посещали Вологодскую область. Материал расположен в хронологическом порядке. Вот одна из книг. Так, тут Шергин, да, у нас. Значит, Шергин «Богатство севера». Нет, не это. Ну вот здесь выставлена книга 909 года «Богатство севера». И подзаголовок: «Зыряне населяют Яринские и Усть-Сысольские уезды Вологодской губернии и Печорское, Архангельское, где их насчитывается около 170 тысяч, из коих 2/3 ютятся по берегам реки Вычегды». Так что вот эти книги тоже вам могут быть интересны. Полные тексты на нашем сайте. Так, еще одна коллекция «Мир дворянской усадьбы». Посмотрите, пожалуйста, здесь несколько экскурсий. Прямо можно, зайдя на наш сайт, я не думаю, что мы этим отпугнем туристов, но можно прямо пройтись по многим усадьбам, которые расположены на территории Вологодской области. Опять же, это не только полные тексты экскурсии, но здесь обязательно живопись, графика, музыка и фрагменты из кинофильмов. Так, еще один ресурс. Природные ресурсы Вологодского края. Не буду рассказывать полностью тут, что есть. Главное, что здесь есть раздел «Рекреационно-экологические ресурсы». Содержит материал о туристических ресурсах, об их туристическом потенциале и охраняемых природных территориях. Большое количество фотографий, в том числе выполненных Прокудиным Горским, известным фотографом начала века. Церковная история Вологодского края. Это мультимедийный ресурс. Сделали мы его недавно. Огромный, более 4000 источников, около 3000 фотографий, 37 аудиозаписей, 3 виртуальных 3D-тура по истории Вологодской епархии, история церквей. За 2,5 года с момента создания цифровой коллекции зафиксировано более 50 тысяч обращений. То есть вот цифры производят впечатление. Так, еще одна коллекция «Великая Отечественная война в памяти волокжан». Расскажу только об одном разделе, где собраны материалы о памятных местах Вологодчины, связанные с Великой Отечественной войной. Это мемориалы, одиночные захоронения, стелы, памятники Победы, парки Победы и так далее. Делали мы это корпоративно, помогали нам муниципальные библиотеки в этом. Работа еще продолжается, будем дополнять. Так, вот обязательно хочу обратить ваше внимание на новый наш ресурс «Этнография и фольклор русского севера», потому что здесь собраны материалы не только по Вологодской области, но и Мурманской, Архангельской, Карелии и севера и северо-запада Республики Коми.
1300 книг и более 2000 полных текстов статей. Так, один из разделов посвящен финно-угорским народам, зырянам, карелам и вепсам, коренным жителям северных территорий. Так что обращаю ваше внимание, заходите на наш сайт, пользуйтесь. Тоже удачно проект стартовал, только мы его выставили в конце декабря 2018 года, уже более 2000 обращений к этому ресурсу. Так, еще несколько наших разделов прогулки по Вологде. Преимущественно для вологжан, когда мы их начали разработать, делали для них. Вот прогулки по Вологде, Вологда уходящая. Здесь, ну, я думаю, они интересны гостям Вологды, потому что раздел начинен большим количеством информации, сочетает в себе фотографии, тексты. А вот там, где уходящая Вологда, он безмолвный. Там можно посмотреть только на фотографии деревянных домов, которые уже исчезли с наших улиц, поностальгировать и пожалеть о том, что дерево не вечно, к сожалению. Значит, есть у нас в памяти Вологды и информация для любителей электронных игр. Виртуальная головоломка, где эта улица, где этот дом. Можно совместить фотографии, сделанные в начале века, с современными фотографиями и определить, знаешь ли хорошо ты историю города, так же, как современный город. Анализ обращения к полнотекстовым ресурсам. Вот, пожалуйста, за 3 года. То есть идет неуклонный рост. Количество обращений 345 944. Это вот только за год, за 2018. Вот. А поскольку это тоже ведь показатель нашего государственного задания, ну еще я хочу сказать, что мы цифруем периодику. Вот говорят, нет ничего скучнее вчерашней газеты, но большее количество обращений – это обращение к нашим оцифрованным уже, выставленным на сайтам Вологодским губернским ведомостям, областной газете «Красный Север», Вологодским епархиальным ведомостям. Пусть, может, там пыль веков и не почувствуешь, но поддержать электронную версию раритетов, все время, да, меня заканчиваю, то, я думаю, это дорогого стоит. Вот я так галопом по Европам рассказала о том, какие ресурсы на нашем сайте расположены. Я думаю, благодаря новым технологиям и большого массива краеведческой информации нами накопленного, мы свою лепту внесем и сделаем, чтобы поток туристов был постоянный в Вологодскую область. Спасибо за внимание. Спасибо, Маргарита Самуиловна. Не убегайте. Коллеги, есть вопросы? У нас 5 минут от предыдущего докладчика. Стас, Маргарита Самуиловна, спасибо большое. Я вот большое прям вот это вот за вот эту фразу. Стоит нам назвать пользователя туристами, и мы уже во главе туристской отрасли. Ой, я не могу вообще, прям отдельное спасибо. Так, двигаемся дальше. Выборова Елена Александровна, главный библиотекарь отдела краеведческой национальной литературы Национальной библиотеки Республики Коми. Интернет-ресурс «Культурная карта Республики Коми». Здравствуйте еще раз, уважаемые коллеги. Надежда Михайловна уже сегодня показала культурную карту Национальной библиотеки. Я расскажу об этом немного поподробнее. Культурная карта Республики Коми в некоторых аспектах способна удовлетворить запросы пользователей, желающих путешествовать, и стать информационной поддержкой для организаций, реализующих туристические проекты в регионе. О том, что виртуальные пользователи интересуются подобной информацией, можно увидеть, обратившись к статистике пользовательских запросов. Среди наиболее частых поисковых запросов культурной карты встречаются следующие: зимние национальные праздники Коми, народные праздники Коми 2019, туристические базы Усть-Вы, мифология Коми-Удара, архитектура Воркуты и другие. Что же мы предлагаем нашим виртуальным пользователям? Культурная карта Республики Коми – это интернет-ресурс о культурной жизни региона, его истории, уникальных природных территориях, выдающихся личностях. Финляндское общество Кастрена выделило грант на реализацию этой идеи в 2011 году. Это корпоративный проект. Национальная библиотека в сотрудничестве со всеми централизованными библиотечными системами региона формирует электронную базу, в которую включаются информационные материалы, аудио и видеофайлы, фотографии. И благодаря нашей совместной работе интернет-ресурс не стоит на месте, он развивается, добавляются новые информационные разделы и новые интерактивные модули. Посещения культурной карты также постоянно растут. 2016 год – 12 тысяч,
2017 год 20 тысяч, 2018 год 43 тысячи, пока в геометрической прогрессии. И чтобы показать возможности интернет-ресурса, я прошу разрешить мне сесть за ноутбук. На главной странице сайта многослойная карта Республики Коми. Первая карта с городами и районами республики. Сверху дается информация о республике в целом. Далее по городским округам и муниципальным районам. История, город-район сегодня, символика, ГУЛАГ, как добраться до этого населенного пункта, особо охраняемые природные территории, туристические маршруты. Например, туристические маршруты Ижемского района. Дается характеристика этнографического туризма района, предлагающего гостям из других городов и стран познакомиться с бытом оленеводом ижевцев. Описывается этнотуристский проект Войвовщикт, северная деревня, праздник Луд. Здесь дается ссылка на более подробное описание этого праздника. Сплав по реке Ижме, туристический маршрут Черная Кедва, велотур и райоль Ижма-Усть-Цильма. Тут же даны координаты организаторов туристических маршрутов и руководителей туристических баз. Среди них Сизябская библиотека, филиал номер 6, вот она тут у нас первая, с экскурсией «Исторические места и памятные села Сизябск». Памятники села Сизябск. Здесь можно перейти по ссылке на группу библиотеки в социальной сети ВКонтакте. Следующий слой на главной странице сайта – это брендовая карта. На ней отражены известные бренды Республики Коми, среди которых памятники природы и архитектуры, этнографические праздники и монастыри. Это Яндекс.Карта, ее можно масштабировать. Здесь подписаны реки, озера, населенные пункты, поэтому привязку брендовых объектов к той или иной местности можно четко проследить. На карте расположены иконки, пасы, родовые знаки, которые у народа Коми означают солнце. Нажимаем на иконку и читаем о достопримечательности. Сейчас на карте 24 объекта, с каждого района по 1-2 брендам. Спартакиада народов Севера России, Заполярные игры в Воркуте, сам город Воркута, город на 67-й параллели, крупнейший город мира после Мурманска и Норильска, находящийся за полярным кругом. Столбы выветривания Мань-Пупуньор, одно из 7 чудес света. Село Куратово, старинное село в Сысольском районе Республики Коми. Названо в честь Ивана Алексеевича Куратова, знаменитого коми-поэта, родившегося здесь и прославившего свое родное село. В каждом брендовом объекте даны ссылки также на другие сайты, на этот сайт, где рассказывается о достопримечательности подробнее, это биография Куратова, на странице с описанием туристических маршрутов и контактов турфирм, ну и, конечно, ссылки на электронный каталог библиотеки. Вот он потихоньку загружается. Третья карта на главной странице сайта, самая новая, о ней говорила Надежда Михайловна, мифологическая. Она воплотилась в жизнь благодаря гранту главы Республики Коми в области библиотечного дела, выделенному на ее реализацию в прошлом году. Идея зародилась в Петербурге, куда мы втроем, Наталья Леонидовна Саврасова, Елена Андреевна Логинова и я, ездили на стажировку в кабинете Надежды Михайловны Балацкой. И таким образом Надежда Михайловна является нашим идейным вдохновителем. В фондах Национальной библиотеки собрано большое количество книг и статей о персонажах мифологии Коми, однако из-за небольшого тиража, понятно, издания доступны лишь узкому кругу читателей, а мультимедийный формат мифологической карты дает возможность воспользоваться этой информацией всем желающим. Ресурс носит энциклопедический характер. Посмотрим это на примере. Справочный материал дополнен видеофильмами, мультфильмами о героях легенд, о сотворении мира, аудиозаписями сказок и ссылками на полные тексты произведений, сказок и произведений писателей Республики Коми. Экспертами ресурса выступили сотрудники Института языка, литературы и истории Коми научного центра, оказав помощь в оценке иллюстраций, содержании текстов, отборе легендарных героев и нарисовав перспективу развития карты на ближайшие годы.
Мифологическая карта интересна тем, кто желает познакомиться с фольклором и традиционной культурой Коми-края, кто хочет развивать этнографический туризм. То есть в данном случае мы являемся информационной поддержкой. В каждом уголке интерактивной мифологической карты живет тот или иной персонаж. Картайка – верхневычегодский могучий колдун, герой комизырянского предания о Стефане Первском, живет в Карткеросе. Могучий колдун Шипича в районе устья реки Сысола, там, где возник город Усть-Сысольск. Ну, если точнее, Эжвинский район Слобода, да? А Усть-Сысольск ныне город Сыктывкар, там, где мы сейчас с вами находимся. Вижайка, нижневычегодский тун, который умел произносить наговоры и влиять на события, прописан в Усть-Вымском районе. По преданиям, место, где погиб колдун Вижайка, названо его именем. Вижайка – это деревня в Усть-Вымском районе Республики Коми. Не всех героев можно было однозначно распределить на карте. Например, герои низшей мифологии – Олыща домовой, Пывщенца дух хозяин бани, Верса леший, Васа водяной – были распространены повсеместно. Поэтому мы разместили их в одном из мест, где о них бытуют легенды. Ну и верховные боги, божества высшего ранга, Йен, Омаль, Войпель, тоже не имеют своей прописки, поэтому они расположены условно сверху. Ну вот оформление страниц мы посмотрим на примере Йена. Это верховный бог Демиург. В комизырянских мифах он предстает в виде лебедя, утки или голубя, вот как на карте. В одном из мифов даже в виде лягушки. Вот здесь его изобразил художник, классик живописи Аркадий Васильевич Мошев в виде человека. Да? Вместе с Йеном в сотворении мира участвует его брат или же товарищ Омаль, соперничающий с ним. Образ Йена мифа сотворения мира привлекали коми-писателей и художников. Калистрат Жаков на эту тему написал 3 произведения. «Бегство северных богов» и «Йен и Омаль. Гулень на небе». И вот мы также можем прочитать полные тексты, перейдя с этого сайта. Мы перешли на сайт Национальной электронной библиотеки. Здесь нужно ввести свою фамилию, номер читательского билета. Можно сразу же зарегистрироваться онлайн, то есть проблемы не возникнет. Также полные тексты представлены коми народных сказок, одним из героев, в которых является Йен. На каждой странице сайта размещены аудиозаписи произведений коми-писателей и коми-народных сказок. Например, коми-народная сказка на русском языке «Зарань» читает наш сотрудник Ия Ивановна Табаленкова. Катша по лесу летала, Катша сказки собирала. А вы сказку слушайте, да шанишку кушайте. Зарань. Высоко-высоко над землей, на небе, жили Йен-бог и его дочь Зарань. Тихо и спокойно Вот, и так далее. Да? На страницах с другими героями. Здесь же у нас мультфильмы «Пукщем» и «Сотворение мира» на русском и коми-языке, и по произведению Калистрата Жакова «Гулень на небе», тоже на коми-языке. На других страницах с героями мы найдем мультфильмы «Ирка», «Охотник и Чукля», «Пера Богатырь», документальные фильмы, например, про художника Игнатова и другие. Ну и, конечно, в конце каждой статьи даны библиографические списки со ссылками на электронный каталог библиотеки. Да, это у нас сводный краеведческий каталог библиотек Республики Коми. Мифология неразрывно связана с туристическими брендами, поэтому на страницах с легендарными героями есть ссылки на описание фольклорных праздников и туристических маршрутов, связанных с героями мифологии. Экскурсия по следам Картайки, которую проводит Центральная библиотека имени Лебедева, села Карткерос, фестиваль кузнечного мастерства Картайка, межрайонные молодежные зимние игрища Иркоп, это Усть-Куломский район, и другие. Мифологическая карта является довольно условной, поэтому не всегда на ней можно с первого взгляда увидеть, к какому именно району привязан тот или иной герой. Для этого нужно прочитать текст. Поэтому было бы правильнее привязать нашу рисованную интерактивную карту к Яндекс или Google карте, которая сможет масштабироваться. Культурная карта будет развиваться и дальше, дополняться новыми разделами, новыми литературными достопримечательностями, брендовыми объектами и мифологическими героями, а также развиваться в плане удобства использования и внешней привлекательности. Всего. Прекрасно. Коллеги, есть вопросы? Коллеги, есть вопросы?
Вот, знаете, Надежда Михайловна всегда говорит, вообще, вот, когда семинары у нас идут, очень редко возникает вот эта вот реакция, аплодисменты, потому что, да, здесь вот по-другому даже и не среагируешь. Прекрасный доклад, спасибо большое. Я себе вот тут вот пометила, с начальником вашим уже договорились, что вы в режиме видеосвязи у нас в конце года на краеведческих чтениях расскажете, ладно? Спасибо большое. Так, мы идем дальше мы довольно быстро, но у нас останется с вами время, коллеги, поговорить. Хорошо? Я очень сильно надеюсь, что вы уже что-то такое у себя в голове сформировали. Семина Елена Анатольевна, заведующая отделом обслуживания Карткировской центральной библиотеки имени Лебедева, с докладом «Фестиваль сторителлинга. Новый формат библиотечного туризма». Предвосхищая свое выступление, хотелось бы отметить, что ниша краеведческого туризма в нашем районе абсолютно никем не занята. И поэтому кому как не библиотеки использовать все свои ресурсы для того, чтобы просвещать население. В 2018 году селу Карткирос исполнилось 410 лет. И к этому событию был приурочен фестиваль сторителлинга «Большая история малой Родины», который был осуществлен на средства гранта на развитие культурных инициатив городов и районов Республики Коми «Северная мозаика». Цель фестиваля – активизация интереса к истории малой Родины путем вовлечения жителей села в процесс исследовательской, духовной и образовательной активности. Жителям Карткироса было предложено представить историю села в различных жанрах, таких как эссе, исследования, фотографии, мультимедийные работы и так далее. И в различных номинациях. История моей семьи, моя родословная, история одной фотографии, топонимика села, знаменитые люди, наши земляки. Именно последняя номинация нашла наиболее горячий отклик в сердцах жителей, и рассказы, воспоминания родственников или просто неравнодушных людей о достойных и уважаемых людях, чьи имена навсегда вошли в историю Карткироса, были опубликованы во время предварительной работы в нашей районной газете «Звезда». И на заключительном мероприятии, которое прошло в июле 2018 года, был презентован сборник на основании этих публикаций, сборник «Дайджест. 100 имен Карткироса», куда как раз, повторюсь, что вошли все эти публикации. Ну и поскольку мы коснулись издательской продукции, к фестивалю был также выпущен и презентован в эти фестивальные дни путеводитель «Кузнечное искусство в арт-объектах села Карткирос». Кто не знает, у нас на протяжении уже как 5 лет проходит межрегиональный фестиваль кузнечного мастерства «Картайка». И все изделия, которые мастера совместными усилиями делают, такая конкурсная работа, да, они остаются в нашем селе. Ну, благодаря чему есть уже собраны арт-объекты, по которым мы тоже проводим экскурсии. И в фестивальные дни мы тоже проводили экскурсию вот на основании материалов, которые вошли в этот сборник. И также было презентовано комплект открыток «Большая история малой Родины». Один комплект был посвящен ушедшему Карткиросу, а второй комплект – современным зданиям. Ну и, как я уже отметила, самому фестивалю предшествовала большая подготовительная работа. Ведь сбор рассказов, собственно, сам сторителлинг – это достаточно длительный процесс. И начиная уже с января 2018 года мы стали искать людей, которые хотели бы поделиться с нами своей историей, представить нам свои воспоминания. Такие люди, конечно, нашлись. Мы ходили к ним, записывали их воспоминания на диктофон. Техника была приобретена тоже на средства гранта. И рассказы оказались настолько интересными и разноплановыми, что каждый рассказ со своей изюминкой, что было решено
изменить первоначальный план проведения фестиваля только в стенах библиотеки, но и выйти за ее пределы. Ну и лучшее, что мы смогли придумать, это экскурсия, пешеходная экскурсия, где экскурсоводами выступили бы сами жители села. Эту экскурсию мы назвали «Путешествие во времени и пространстве». Собралась группа желающих поделиться своей историей вот именно в таком формате. Был выстроен маршрут экскурсии, определено несколько точек, где экскурсия останавливалась, заслушивались рассказы экскурсоводов. Например, были такие темы. История родного дома, дома которого уже нет. История ветеринарной службы в Карткиросе. История детского сада «Ромашка» и его первого и единственного заведующего. История молодежных фестивалей, которые проводились в нашем селе в 50-е, 60-е годы 20 века. История комсомольской ячейки. Достаточно разноплановые. И цель библиотекаря как бы была единый конвой, связать это все воедино. И таким образом, от дома к дому, от рассказа к рассказу перед экскурсантами оживала история Карткироса, которая бережно хранится в памяти наших жителей, и вот благодаря воспоминаниям которых появилась возможность совершить действительно путешествие во времени и в пространстве. Такой опыт проведения экскурсий показался и нам, и экскурсантам интересным. Мы уверены, что такая форма будет интересна и вот не только жителям села, но и всем желающим. И что приятно отметить, среди вот участников сторителлинга были не только люди в возрасте, но и молодые люди, которые тоже интересуются историей села. Вот. Ну, собственно, сам-то, конечно, фестиваль прошел, мы не останавливаемся на достигнутом, и работа продолжается по сбору воспоминаний, мы их записываем, и в планах у нас выпуск книги, постараемся сохранить стилистику, интонации наших рассказчиков, ну и думаю, что книга будет интересна всем. Вот. Да, пожалуйста, давайте, коллеги, вот есть вопрос. Сейчас, секунду. Ну, была же у нас одна только экскурсия, вот именно на фестивале. То есть в рамках фестиваля мы вот один раз ее провели. То есть пока один раз? Пока только мы один раз, да, потому что мы попробовали, это был опыт, это был пробный шар, потому что это было действительно страшно. Согласен, не все умеют рассказывать. То есть одно дело, когда ты библиотекарю рассказываешь, а другое дело, когда ты выносишь свой рассказ на аудиторию. Вот. Я-то про что спрашиваю? Мы себе можем приписывать это? А почему нет? Статистические показатели. Нет, вот мне просто интересно. Вот смотрите, коллеги, если... Спасибо большое. Еще будут вопросы, вот, коллеги? Почему библиотеки? Вот они пришли, порог переступили библиотеки. Елена Анатольевна, не убегайте. Смотрите, вот по поводу посещения вот этих вот, понятно, что это один из наших интересов, да, скажем так, в организации. Почему, если библиотекарь на это время потратил, почему это нельзя, это же мероприятие, почему нет-то? Вот, вы имеете в виду, что оно вне стационара и не вне стен библиотеки? Но есть мероприятия стационарные, есть внестационарные, это вообще справочник библиотекарь открываешь, и все ясно. Вот. И у меня, знаете, какой вопрос? Вот сейчас вот эти все истории, они где-то на сайте выложены, нет? Этих текстов? Конкретно вот эти 5 историй мы еще не выкладываем, потому что... Да, в микрофон. Да, мы до сих пор собираем истории, они пока что они собираются в отдельную папку. То есть вот их нет, но я думаю, что мы уже этим вопросом задавались,
да, что вот как будто бы надо бы их уже опубликовать, потому что там есть и исторические какие-то моменты, к которым можно прибегать при поиске некой краеведческой информации. Вот. Но пока нет. Вот смотрите, есть здесь, скорее всего, вот надо с другой стороны посмотреть. Не как к этим историям прибегать для поиска краеведческой информации, потому что здесь это все тогда становится в плоскость какую? Фольклорные эти экспедиции, да, когда люди ездили, там, собирали воспоминания, как-то их там обрабатывали и вводили в научный оборот, значит, в широкий публичный, общественный оборот, да, это одна часть. Но если вы говорите про фестиваль сторителлинга как формат библиотечного туризма, то здесь нужно как раз вот сместить акцент, собственно говоря, с вот этих историй, которые сказать на события, понимаешь, просто когда это с определенной периодичностью проводится и так далее. Потом, вот смотрите, у меня коллеги, я очень с большим скепсисом отношусь к нашим изданиям краеведческим, в смысле вот печатных книжек. Ну какой тираж мы можем сделать, а? Это раз. Во-вторых, это, знаете, как все равно, что посылка для нашего мальчика, только я вам ее не отдам, потому что у вас документов нету. И сижу я такая, например, в Иркутске, да, и мне вот интересно про Картскирос что-нибудь услышать, и услышать, такое вот от старожилов, от людей, которые там что-то помнят, да, и вообще чем-то этим таким занимаются, да. Я до этой вашей печатной книжки как должна добираться? Вы угрохаете кучу времени на то, чтобы это отредактировать, потому что текст сказанный и текст печатный – это разные жанры вообще, да. И единственное, что еще вот эти все истории, да, все равно надо, наверное, какие-то, проверять какие-то факты. Но это ладно, это уже другая тема. И вот, честно говоря, интересно, когда библиотека становится рождает вот такой формат, то есть создает событие, которое привлекает людей. Потому что что такое событийный туризм? Когда люди откуда-то едут специально, чтобы принять участие в этом в Северном культурном форуме, например. Сколько гостиницы загрузили, мы загрузили, нас туда кормят, что-то, в общем, такое вот происходит. Смысл же в этом вот в туризма, да, вот, и, как сказать-то, как раз когда библиотека вот этим занимается, вот этим созданием, это мало кто делает, но это, в принципе, очень продуктивный такой вот этот формат. Ну и перспективный. Перспективный. Думаем, да. Вот. И вот эти все истории, кстати говоря, что вы складываете на этот сам, пользуетесь вы этой платформой Easy Travel. Прекрасная штуковина. Если будет интересно, как именно туда что складывается, пожалуйста, свяжемся, расскажем, потому что мы там уже 10 собачек съели, и это самое, набили шишек, и наступались на грабли, и, в общем, можем подсказать, как лучше сделать. Вот, а так прекрасно. Есть какие-то еще вопросы, коллеги, или дальше идем? Так, значит, по времени у нас что? Без 10, нормально. Так, у нас Першина Марина Анатольевна, заведующая отделом новых информационных технологий централизованной библиотечной системы города Сыктывкара. Нескучное краеведение. Проекты Сыктывкарской ЦБС по созданию положительного имиджа города. Видите, я выговариваю слово. Да, мой доклад немножечко в какой-то степени будет перекликаться, то есть его содержание с выступлением директора Вологодской библиотеки, ну и, конечно, с той репликой, которая сейчас прозвучала от вас. То есть я буду говорить по проекту, как раз созданных на основе Easy Travel. Ну, для того, чтобы не сбиться мне в своем выступлении, я все-таки буду придерживаться своего текста. В последние годы в России стремительно развивается сфера туризма, в том числе и краеведческого, который стал одним из направлений работы централизованной библиотечной системы города Сыктывкара. Разобралась. Включающим в себя два основных компонента – информационное обеспечение туризма и проведение виртуальной экскурсионной деятельности. Для его реализации библиотеки обладают всеми необходимыми краеведческими информационными ресурсами. Ориентация на развитие внутреннего туризма и активное продвижение новых туристических направлений невозможно без хорошей результативной работы по краеведению, так как именно краеведение дает возможность людям ближе познакомиться с родным краем, глубже понять особенности его природы, истории и культуры.
Краеведческая деятельность, которую ведут библиотеки централизованной библиотечной системы города Сыктывкара, интересна пользователю прежде всего в качестве туристической информационной базы, представленной целым рядом изданий, в число которых входят продукты собственной издательской деятельности, среди которых несомненный интерес вызывают такие, как святыни земли Коми, церкви, часовни, монастыри, заповедано сохранить особо охраняемые природные территории, событийный туризм, славен памятью Сыктывкар, первое и впервые, чей ты, откуда ты родом, сарафан да кафтан, национальный костюм Коми народа, люди идут по свету. Электронные издания. Сыктывкар – город северный мой. Родной свой край люби и знай. 90 вопросов и ответов о Республике Коми. Национальный парк Юга-2, край легенд и сказок и многие другие издания. Эти издания знакомят пользователей не только с памятниками архитектуры, но и с землей, населенными пунктами, на которые они построены, с уникальными природными объектами, имеющих большую научную, культурно-просветительскую, познавательную и эстетическую ценность. Издания также позволяют получить первоначальные сведения о районах, на территории которых реализуются многие масштабные проекты, основанные на этнической уникальности региона, народных промыслах, проводимых фестивалях, национальных праздниках, многие из которых давно стали визитной карточкой республики. Не секрет, что любой человек, планируя поездку в другой город по роду своей профессиональной деятельности, в гости к друзьям или просто путешествие, старается поближе познакомиться с местом своего временного пристанища, историей, памятниками, театрами, музеями и выставочными залами города, которое происходит, как правило, заочно, путем сбора необходимой информации. Работники библиотеки стараются предоставить такую информацию как жителям, так и гостям города, активно используя интернет. Так, например, на официальном сайте учреждения создан раздел «Краеведение». В социальной сети ВКонтакте создана и активно пополняется группа «Интересные факты Республики Коми». Развивается раздел «Электронная библиотека», в которой размещаются книги местных авторов. Центральная библиотека в качестве приоритета рассматривает не только информационное обеспечение, но и проведение экскурсионной деятельности, которая заключается в создании маршрутов как пешеходных, так и виртуальных, выполненных с помощью интернет-ресурсов. Среди реализованных экскурсионных проектов следует отметить следующее. Сыктывкарские прогульщики – это цикл пешеходных экскурсий для молодежи в сопровождении библиотекаря по арт-объектам города, созданных в рамках проекта «Городские легенды». Маршрут проходит преимущественно по арт-объектам, преимущественно по старой части города, прежде всего в целях безопасности. Экскурсии также сопровождаются оригинальным текстом, основанным на материалах фонда библиотеки. Есть и другой способ путешествия, неразрывно связанный с вхождением в нашу жизнь новых информационных технологий, развитие мобильных устройств, которые позволяют быстро получать первоначальную информацию о любом объекте, в том числе географическом, построить маршрут путешествий. Учитывая неограниченные возможности интернет и активное использование молодежью мобильных устройств, сотрудниками Центральной городской библиотеки был предложен к реализации проект «Старый город», создание интерактивного путеводителя по Сыктывкару в формате квест-экскурсии на основе сервиса EasyTravel. EasyTravel – это сервис, основанный на передовых информационных технологиях. В данном приложении можно найти сотни аудиогидов и тысячи экскурсий по всему миру. Это своего рода платформа истории. Тут можно послушать, почитать, посетить виртуальный музей, познакомиться с подготовленными экскурсиями или создать собственную. Проект был успешно реализован в 2018 году. В данном случае в рамках проекта был создан онлайн-квест, выступающий в роли разновидности экскурсионного тура, ориентированный на игру. Если основная задача обычного тура – рассказать пользователю об окружающих его достопримечательностей, то у квеста несколько другое направление. Его участники меняют позицию слушателя аудиоистории на позицию искателя приключений.
Передвигаясь по улицам города от объекта к объекту, участники имеют возможность прослушать аудиоистории, связанные с достопримечательностями и памятниками архитектуры, у которых они находятся в данный момент, и даже просматривать небольшие видеофрагменты, погружаясь при этом в историю. Данный продукт позволил создать положительный имидж города, а также привлечь его жителей в библиотеку. В ходе реализации проекта «Квест Старый город» получил распространение в деятельности библиотек в централизованной библиотечной системе и был опробирован среди молодежи, обучающейся в учебных заведениях города, многие из которых приехали из разных уголков республики. В данном случае задача участников состояла в том, чтобы пройти по заданному маршруту до финала, набрав при этом максимальное количество очков, во время которого они должны были решать различные задачи, давать ответы на поставленные вопросы, находить скрытые объекты на местности. Пройти весь маршрут можно было как в одиночку, так и с товарищами или родителями. Наша игра состояла из 3 этапов. Это презентация квеста или старт. На этом этапе участники игры знакомились с историей города, его прошлым и настоящим, правилами прохождения квеста, определяли начальную точку маршрута. Участники устанавливали приложение Easy Travel на свои смартфоны и планшеты, определяли временные рамки, продолжительность которой могла быть разной, от 1 дня до 2 недель в зависимости от поставленных целей. Второй этап непосредственно игровой, во время которого молодые люди проходят по маршруту самостоятельно. На старте им была известна только одна точка, все остальные участки были скрыты. По мере прохождения по маршруту и выполнения заданий, а это, как правило, ответы на вопросы викторины, открывались новые участки. И третий этап был финал, заключительный. На этом этапе все участники игры собрались в библиотеке для проведения заключительного этапа по следам квеста и подведения итогов. Здесь они вспоминали некоторые объекты пройденного маршрута, их расположение, а затем расставляли карточки с изображением этих объектов на генеральном плане Усть-Сысольска, утвержденном Екатериной II в 1783 году. Всего в нашей игре предстояло найти 16 объектов. Выполняя задания, юноши и девушки побывали у многих исторических зданий города: Коми Государственного педагогического института, Академического театра драмы имени Савина, первого здания Госбанка, бывшего здания уездной земской больницы, дома купца Суханова, ныне литературный музей имени Куратова, и многих других. Участники квеста не только окунулись в атмосферу азарта, но и познакомились с богатым историческим и культурным наследием города, узнали множество интересных фактов, например, о том, что Национальная детская библиотека имени Маршака размещается в доме купца Павла Матвеевича Камбалова, который построил это здание в конце XIX века для своей семьи. А на здании пожарной каланчи с 1986 года после реставрации куранты на часах играют мелодию, песню коми-композитора Якова Перепелицы и многие другие факты. Приложение Easy Travel удобно во всех отношениях. При взаимодействии с ним совершенно не обязательно подключать мобильный интернет. Достаточно скачать игру и подключить геолокацию. Квест «Старый город» опубликован на сайте Easy Travel. Играть в него можно только непосредственно посетив наш город. Другим пользователям интернет-сообщества будет доступна только общая информация. Но для тех, кто любит спокойный формат экскурсии, на основе уже разработанного маршрута была создана экскурсия «Старый город» по типу прогулки. Следующий проект – это прогулки с гидом, который сейчас находится на начальной стадии реализации. Он также предполагает создание различных виртуальных туров, которые информируют удаленных пользователей не только о достопримечательностях города, но и республики. Будет снабжен дополнительной справочной информацией, подкрепленной аудио и видеофайлами. Первым из таких туров является создание интерактивной карты «Гостеприимный Сыктывкар». Продукт позволил получить информацию о культурных объектах города. В данном случае мы уделили внимание таким объектам, как Государственный театр оперы и балета, Национальный музыкально-драматический театр, Академический театр драмы имени Савина, Коми-республиканская филармония, Национальный музей Республики Коми и многим другим культурным объектам.
Знакомиться с маршрутом мы предлагаем в режиме прогулка. После того, как предлагаем в режиме прогулка. После того, как пользователь запустит тур в своем приложении, перед ним откроется карта с проложенным маршрутом и отмеченными объектами, про которые будет вестись рассказ, а также его местоположением на карте. Карту можно масштабировать и выбирать объекты в произвольном порядке. Но главная прелесть этого приложения в том, что после загрузки маршрута оно работает автоматически, даже в фоновом режиме. Это значит, как только вы приблизитесь к очередному объекту, отмеченному на карте, рассказ начинается автоматически. Диктор приятным голосом начнет свой рассказ о месте или объекте, рядом с которым вы находитесь. После того, как информация будет озвучена, не придется никуда торопиться и бежать, как это бывает с групповыми экскурсиями. Рассказ про следующий объект начнется только тогда, когда пользователь к нему приблизится. Посещать контрольные точки можно в произвольном порядке. Рассказы записаны таким образом, что путаницы не возникает. Кроме звукового файла, описание контрольных точек продублировано в виде текста, содержит фотографию объекта, про который идет рассказ, а также при желании можно запустить видеофрагмент. Объем и темп повествования рассчитан на неспешную ходьбу. С туром «Гостеприимный Сыктывкар» можно познакомиться и не выходя из дома. В данном случае в качестве проводника будет выступать персональный компьютер. Посетив сайт Easy Travel и выбрав тур «Гостеприимный Сыктывкар», пользователь увидит страницы со структурированным информационным блоком. Передвигаясь по его разделам, можно также прочитать, послушать и посмотреть размещенные здесь истории. Посетить официальные сайты объектов, о которых идет речь, заранее запланировать посещение театров и музеев, ориентируясь на репертуар и афишу мероприятий. Таким образом, реализация данных проектов позволила библиотеке занять достойное место в информационном пространстве и социокультурной среде города. Краеведческая работа библиотек получила новый импульс благодаря использованию новых информационных технологий в деле сохранения и распространения информации о городе. Ваши вопросы. Да, коллеги, вопросы есть? Спасибо большое. Спасибо. Я знаю просто, что всегда спрашивают статистику. Сколько посетило чего. Поэтому старый город, посещений было зарегистрировано 57. То есть сам проект, который был создан, квест-экскурсия, он, во-первых, носит в данном случае сезонный характер в отношении нашего города, поскольку бегать с мобильным телефоном в условиях зимы или какой-то другой природных погодных условий очень сложно. Поэтому проект у нас был запущен в сентябре 2018 года. То есть это по где-то ноябрь, это самое максимальное, которое можно было время использовать для этой беготни. Но и сейчас, конечно, мы его также будем в дальнейшем использовать как первоначальное знакомство с городом, потому что к нам обращаются лицеи, в данном случае физико-математический лицей-интернат, там дети приезжают со всей республики. Это самый лучший способ использовать знакомство с городом. Но и опять-таки, почему мы назвали его «Старый город»? Все-таки мы взяли историческую часть города, которая менее загружена транспортом, и чтобы это было безопасно. Но в данном случае дети сами, молодежь, дети сами, подростки, они сами бродят по городу. Тут функция библиотекаря, в принципе, не нужна. Ну а второй проект развивается, у нас есть другие задумки по его реализации, поэтому что-нибудь да получится. Марина Анатольевна, ну у меня тогда вопрос такой будет. А как вы продвигаете информацию о том, что сделали, об этих продуктах? Ну, конечно, говорить о том, что на сайте публикуются новости, это, наверное, будет смешно где-то в какой-то степени, да? Но мы очень много работаем со школами, с лицеями на уровне сотрудничества. Поэтому информация, в том числе и о планируемых мероприятиях библиотекой, они распространяются через учебные... Я сейчас не про мероприятия. Нет, как информация доходит. Так что приходите, кто хочет, конечно, только лишь через сайт. Больше никакой информации не поступает. Ясно, спасибо большое, Марина Анатольевна. И у меня только очень хорошо на Easy Travel интегрированы все соцсети. Все шерится. Каждый кусочек экскурсии можно в профильных соцсетях. Вы работаете, ведь наверняка есть аккаунты, да? Есть.
у сотрудников аккаунты есть, у администрации, там, не знаю, в большой библиотеке, да, аккаунт есть. Все возможные каналы продвижения этой информации можно использовать. Есть наверняка какие-то FM-радиостанции, которые работают здесь, да? Наверняка, то есть это вот этим можно, собственно говоря, заспамить все каналы и это делать регулярно. Потом смотрите, вот что касается вот этого квеста, насколько, вот мы когда говорим, значит, краеведение, туризм, да, мне кажется, мы все время смешиваем, ну вот это возвращаясь к реплике, назвали пользователя туристом и поехали, значит. Вот как сказать, вот этот квест, вот какая там мне видится недостающая часть, чтобы это стало полноценным туристским продуктом. Верно определена целевая аудитория и партнеры, соответственно. То есть если со всей республики приезжают школьники там, во время школьных каникул, значит, познакомиться со столицей, да, естественно, как бы вот они, эти потребители. В данном случае либо вы находите туроператора, который будет с вами вот эту часть туристическую, да, обеспечивать. И получается, что библиотека свою часть работы она уже сделала, да, и, но в целом проект, как туристский проект, он еще не сложился. Я То есть с вами вот эти вот недостающие, и тогда там будет не 54 посещения, а то есть если это позиционировать как определенную, значит, ну, как сказать, с определенной периодичностью проводящийся такой специальный такой тур, да, какой-то сезон, да, и тогда можно, в принципе, пойти там в правительство, тогда найти, ну, в смысле, в администрации городской, посмотреть, какие есть программы, дадут ли вам еще там, значит, там денежек на то, что вы будете там другой какой-то квест готовить или еще что-то такое. То есть вот здесь, понимаете, когда проект это все-таки продукт это продукт, а проект это проект. Понимаете, вот в этом смысле подумайте, а так вообще Да, спасибо замечательно. большое. Да. Спасибо за комментарий. Вот, я позволю себе... есть еще вопрос прекрасно, давайте. У нас есть, в принципе, время еще. У меня такой вопрос. Если я просто скачала приложение, то в статистику она берется как-то? Посещение или там какое-то Это обращение? идет статистика посещений. То есть можно, да? Да, это статистика посещений. На сайте ZTravel в статистику, если вы зайдете, там нет такого понятия, как скачанное, потому что вы работаете с приложением. Но вы находите, прежде чем себе скачать, вы заходите на сайт. То есть получается, это статистика посещений. Посещения в библиотеку они идут? Или посещение сайта? Сайта. Но да почему? Продукты, сделанные вами. Да. Easy Travel Изменения, это просто платформа, это CMS, это система управления контентом. Дальше у вас есть админка, вы сделали этот тур. Вы владелец этого тура, создателя. Вы заходите в эту админку, там видно, сколько раз этот тур был просмотрен. Сколько раз он был просмотрен, там отзывы люди оставляют и так далее. Почему себе не брать это в статистику? Надо посмотреть, собственно говоря, где это сам. Другое дело, что было бы что брать. Поэтому нужно думать о продвижении. Вот. Так, что-то еще? Ага. Да, я хотела сказать, что почему вопрос возникает, если взять госбиблиотечная статистика, там ведь черным по белому прописано, значит, не брать соцсети, не брать блоги, вдруг распространяться, и на Easy Travel то же самое. Я поняла вас. Я знаю, что у библиотек, да, все время требуют статистику, сколько раз посещали именно библиотеку. Но я так думаю, что если вы хотите показать именно статистику библиотеки, то можно привязать ссылку к сайту организации, тогда пользователь, и вы будете ориентировать, например, квест «Старый город» размещен на сайте вашей библиотеки. Тогда уже пользователь, просто он пойдет более длинно, чуть-чуть на один шаг. То есть он сначала зайдет на ваш сайт, кликнет по этой ссылке. Не обязан пользователь заходить сначала на наш сайт, а потом кликать по ссылке. Так не будет. Но это совершенно не это самое. На Easy же есть эта блямба, кто сделал. Ну и все. Есть, да. И потом, смотрите, опять же, коллеги, дорогие, ну мы же все умеем это самое обходить вот эти наши не очень иногда умные методические документы. Ну что не это самое, в 6НК много чего написано, и там такая иногда написанная
эта штука. Я методические рекомендации к Шестенка до сих пор терпеть не могу. Но у нас совсем недавно появился ГОСТ по библиотечное обслуживание, да, и там удаленный пользователь, все вот это вот прописано, честно говоря. И, в принципе, он несовершенный, конечно, но тем не менее он вводит хоть какие-то понятия в широкие, в наш профессиональный, да, оборот, то, что в старом ГОСТе терминологическом не было вот этих вот понятий, а сейчас они хоть прописаны. Ольга Борисовна, что-то добавить еще, да? Конечно. Да, Админки, все. Да. Да. Это внестационарная форма обслуживания. Все. Просто смотрите. Здесь, видите, Ольга Борисовна, какой момент важный. Значит, мы всегда, это уже не к краеведению, не к туризму, это уже к нашему к учету, но тем не менее, давайте точку поставим. Значит, дело в том, что прогнозировать-то как? Понимаете, когда мы пишем прогноз по госзаданию на внестационарное, да, мы можем, конечно, записать, что у нас там, не знаю, 100 будет там или еще сколько-то там просмотров. Как мы это можем прогнозировать? А вдруг будет взрыв и посетит 2000, там, я не знаю, 20 тысяч человек, понимаешь? Ты куда это потом будешь запихивать? Я не знаю, как у вас, а у нас отклонение от выполнения госзадания, что в другую сторону карается смертью. То есть ты либо заврал, в смысле не занизил стоимость услуги, да, или завысил стоимость. Это же все как бы вот в это. Поэтому если библиотека, то есть использовать вот это направление деятельности с целью повышения посещаемости самой библиотеки, может, не надо, может, гораздо менее затратные способы энергетические есть решить вопросы по госзаданию, муниципальному зданию. Спасибо большое, Спасибо коллега. вам. Так, что у нас со временем? Так, я знаете, что хотела, коллеги, буквально пару минут рассказать, поскольку Надежда Михайловна упоминала уже про наш краеведение плюс. Значит, он, в общем, чудесным образом смыкся у нас с Easy Travel. Значит, что такое краеведение плюс? Мне как-то опытные в проектной культуре люди сказали, что если ты проект не можешь одной фразой объяснить, значит, нет проекта. У тебя в голове его, значит, нет. Значит, есть такой вид проектов, как бизнес-проект. И мы краеведение плюс задумывали изначально сразу же как бизнес-проект. И это, конечно, было несколько преждевременно и показало нам весь блеск и всю нищету самих себя. Значит, что такое краеведение плюс? Это создание уникальных туристических маршрутов по заказам туроператоров за деньги. Это так задумывалось. И мне казалось, что это совершенно просто. То есть есть туроператор, есть целевая аудитория, есть определенная там протяженность этого маршрута, в смысле время, да, допустим, часа полтора должна длиться экскурсия. Мы ходим по такому-то району или по такому-то населенному пункту, все такое, да. И дальше мы включаем фантазию и разрабатываем интересную какую-то экскурсию для этого туроператора. По сути дела, библиотекарь в данном случае делает что? Реферат он делает, да. Если посерьезнее покопаться, пойдем в архив, да, найдем какие-то интересные сведения, скомпонуем, но тем не менее, что здесь незнакомого, скажите мне. Далее нам нужно визуальный ряд, то есть отфотографировать надо. Озвучка есть на Easy Travel, роботом озвучка есть, но можно и, собственно говоря, найти партнеров, да, которые там озвучат. И потом, если эта история платная, пожалуйста, закладывай в смету калькуляцию этой услуги, пожалуйста, значит, это. С чем мы столкнулись? Я честно сейчас рассказываю, как это не взлетело. Значит, муниципальные коллеги из муниципальных библиотек говорят, мы не можем. Я говорю, что не можем? Реферат не можем написать. У нас книжек нету. Я говорю, у нас есть. Давайте тему, давайте мы подберем. То есть мы выполним справку, причем выдадим вам эти полные тексты, пожалуйста, работайте с ними, компилируйте, делайте реферат. У нас дизайнеров нет. Я говорю, у нас есть. Но это же еще было не Easy Travel. Это как бы когда целый пакет, мы назвали это информационный краеведческий кейс для туроператора, брошюра большая, то есть этот, как его зовут, буклет экскурсовода с иллюстрациями, там, со всякими делами, там, и в том числе с сувениркой, там, с мобильным приложением. То есть и в зависимости от того, сколько денег туроператор готов инвестировать в эту разработку, такова и стоимость, собственно говоря, и набор этого самого информационного краеведческого кейса. В данном случае библиотека выступает в абсолютно своей роли, просто работая с другой целевой аудиторией и плюс
возможность платные услуги оказывать и так далее. Все нормально вроде, да, ничего, никаких подводных граблей я в этом не видела. Это шел 2014 год на дворе. Проработали всю методическую составляющую, что контент, модуль, там методический модуль и т.д. и т.п. Не идет. Ну нет. Далее встретились с туроператорами. С туроператорами тоже выяснилась забавная история. Ой, они сказали: таите, таите, не надо нам ваши таити, нас и так неплохо кормят. Нерпа, Омуль, Ангара, Байкал, Ольхон, все, хорош. Ничего нам не надо. В Иркутске, значит, это. То есть туроп сказал, что он не готов инвестировать в создание этого продукта. Значит, ну, мы барышни настырные, мы, значит, подумали, ну ладно, причем они еще озвучили нам вот эту проблему с автотуризмом, не в смысле автомобильном, а в смысле, когда человек сам куда-то что-то едет и что-то где-то смотрит без помощи, не обращаясь к туроператору. Мы говорим, ну ладно, золотые рыбки, мы будем работать, вот, и вот освоили вот эту платформу Easy. Вот. И, как скажем, то есть вопрос реализации вот этого направления деятельности в виде бизнес-проектов остается, если у кого-то из вас это получится, и я не имею в виду экскурсии непосредственно. Вот смотрите, вот сейчас вот этот вот квест или экскурсия, есть еще какой выход? Социальное партнерство, да, социальное предпринимательство. Когда идем к администрации, да, когда идем в школу, необходимо организовать там детям занятость во время каникул. Пожалуйста, вот здесь мы, вот у нас есть готовый материал, да, вот, пожалуйста, администрация, допустим, обеспечивает, или школа, там, школьный автобус уже есть, вот это все сопровождение, да, то есть вот это, весь этот, и получается, что библиотека, она, может, денег не получит, но она получит качественно другой как бы, взгляд со стороны учредителей и партнеров на то, чем она занимается, и в том числе по краеведению. Вот. НКОшка, да, совершенно верно. Вот сейчас вариантов вообще реализации это все очень много. Так, ну вот это то, что про краеведение плюс. Краеведение плюс, если наберете, вам там ссылки выпадут, и на наши аудиогиды я даже, ну, в смысле, заострять внимание не буду. У нас сейчас по гранту президента мы в партнерстве с некоммерческой организацией делаем несколько, то есть там 159 точек, которые складываются в разные маршруты, в том числе и на городском транспорте, и веломаршрут, и для инвалидов, и по зеленой линии вот этой вот. Там много партнеров. И что я хочу сказать. Библиографы, краеведы, которые этим занимаются, по сути дела составляют реферат, сотрудники отдела литературных иностранных языков, которые занимаются переводами, получают порядка по 30 тысяч в месяц плюсом в течение полугода за то, что они работают в этом проекте по гранту. Поэтому это тоже надо понимать, потому что мы любим бесплатно работать. Так, значит, у нас осталось с вами, коллеги, 2 доклада, да, потому что один мы переходим из стендового доклада, переведем. Значит, а сейчас Бирюкова Елена Николаевна, директор Усть-Вымской межпоселенческой централизованной библиотечной системы, село Айкино, Республика Коми. Ландшафтный поэтический фестиваль как объект событийного туризма. Добрый день. Я хочу о одном только нашем мероприятии, хотя, конечно, у нас довольно много мероприятий, мы проводим различные экскурсии, путешествия по местам литературным местам. Но вот традиционно в работе наших библиотек это одно из наших любимых направлений литературное краеведение. И это не случайно, потому что Усть-Вымский район, он, конечно, очень богат своей историей, культурой, традицией. И, конечно, особый вклад в развитие культуры внесли литераторы, уроженцы Усть-Вымского района. Я сейчас разберусь с этим. Да. Уроженцы Усть-Вымского района – это сейчас литераторы, которые известны не только в республике, но и за ее пределами. Именно с ними вот в нашем районе сложились очень хорошая работа, очень взаимодействие. Они постоянно приезжают к нам на различные литературные мероприятия. Ну и вот развивая наше литературное краеведение, вместе с Союзом писателей Республики Коми был организован такой фестиваль, проведен ландшафтно-поэтический фестиваль Емдинса Кыф.
что в переводе с коми-языка на русский язык означает слово на Усть-Вымской земле. Мы разработали такой узнаваемый логотип, в котором как бы отражены все составляющие нашего фестиваля. Это перо, это храмы, потому что Усть-Вымская земля, святая земля, именно отсюда началась христианизация Коми-края. Ну и вот впервые фестиваль состоялся и прошел в 2015 году. Целью его проведения – это популяризация современной литературы, в частности поэзии. Помимо этого, задачами фестиваля являлись открытие новых молодых авторов, содействие общению начинающих авторов с признанными мастерами слова, развитие творческой активности жителей. Но Усть-Вымский район, он не только известен своими людьми, но у нас очень много памятных и знаковых мест, у нас очень живописная природа, поэтому было решено, что фестиваль мы будем проводить именно в таких местах и читать не только стихи, но и попутно знакомить наших гостей, слушателей и зрителей с этими замечательными местами. Поэтому ландшафтный фестиваль проводится у нас на поэтических площадках, которые заранее определены, очень строго составлена рекламная афиша, потому что фестиваль проходит не в одном населенном пункте, он длится в течение дня и проходит сразу в нескольких населенных пунктах. В основном мы выбираем такие отдаленные населенные пункты, но вот в последнее время стали проводить и уже в больших наших таких местах, как город Никунь, поселок Жешев. Вот сейчас на слайде фотографии как раз первого фестиваля. Фестиваль проводится летом. В работе принимают участие не только библиотечные работники, это районное мероприятие, принимают участие обязательно музейные работники, краеведы, языковеды, журналисты. К нам приезжает целый десант литературной элиты Республики Коми, в том числе и журналисты республиканских газет. Первый фестиваль запомнился нам, и он дал, наверное, нам такой вот настрой в дальнейшем его проведении. Мы посетили замечательные места, о которых и рассказали нашим участникам. Ну, например, прошел он на Коквицкой горе, это такое местечко историческое, в котором очень много легенд, тайн и событий. Ну, вот здесь как раз встреча с краеведами, которые рассказали нам о истории, например, вот побывали мы у Большого камня, по легенде, на котором приплыл святитель древних коми Стефан Пермский. Посетили святой источник Кирикаулиты, который находится в лесу и на дне глубокого оврага. Но, тем не менее, очень много людей посетило это место. Мы спускались на самое дно оврага, где читали стихи и слушали рассказ краеведа. То есть мы даже не сами проводим экскурсии, а привлекаем для этих целей людей, которые готовы нам рассказать много нового интересного. Ну вот далее. В прошлом году наш фестиваль уже прошел в городе Никунь, потому что среди населения он завоевал довольно большую популярность, и во многих населенных пунктах наши жители пожелали, чтобы у них тоже прошел такой фестиваль. Ну, обращает уже на него внимание, вот присутствует Сергей Витальевич Емельянов, министр культуры Республики Коми. Ему очень понравился наш фестиваль. Собирает фестиваль довольно большое количество людей. Хочется сказать, что вот поэтические площадки, которые мы выбираем, они, знаете, являются некой такой ландшафтной рамкой, в которой очень гармонично вписывается поэтический текст и вписывается вот этот краткий исторический экскурс о месте проведения данных поэтических чтений. Ну и вот если возвратимся к городу Микунь, то здесь мы провели экскурсию, мы называем это поэтический маршрут, улица 7 памятников. Начинается он с площадки, с памятного знака «Паровоз». Мы говорим, что Микунь – это железнодорожные ворота в Республику Коми. Ну и далее мы прошлись по другим памятным местам. Это местам, где установлен памятник Содружества фронта и тыла. Ну и дошли до памятника, до скульптурной композиции, которую в далекие 50-е годы
установил в городе Микунь известный художник РСФСР, это Борис Александрович Старчиков. Его именем названа наша Микуньская библиотека. И вот здесь, конечно же, уже сами библиотечные работники провели экскурсию. Ну, хочется сказать, что нами замечено, что от выбора проведения площадок для чтения зависит и настроение слушателей, которое наиболее верно отображает цели и задачи нашего фестиваля. Особое поэтическое настроение, конечно, вызывает посещение мест. Вот место – это фанерный комбинат, это градообразующее предприятие в поселке Жешер. Тут мы тоже читали, и наши известные поэты, и молодые самодеятельные поэты читали стихи. Ну, а слушатели под дождем все равно не расходились и слушали и экскурсию, и сами лирические произведения. Так, что я все не туда иду. В нашем районе есть еще одно замечательное место. Это поселок Казлу, где установлен памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Наверное, немногие населенные пункты могут... есть у них такое чудо. Это авторская копия ленинградского скульптора Альтшуллера. Мы ежегодно вот в этом месте проводим литературный поэтический марафон. Назвали его «И с каждой осенью я расцветаю вновь», потому что проводим его осенью. Он находится у нас на школьном дворе. И в начале июня невозможно провести, потому что в это время экзамены. Хочется сказать, что вообще особое, конечно, отношение и настроение создает такие поэтические чтения возле мест, таких святых мест мы считаем возле церквей, потому что Усть-Вымский район... Лена Николаевна, я прошу прощения, что приходится вас прерывать. Есть вещи вполне очевидные. Мы же вот это все понимаем, и про настроение, и про вот эти все. Хотелось бы все-таки услышать, вы 2 раза, да, проводили Нет, уже? мы проводим с 2015 года, вот уже провели в 4 4 раза. раз. Вот. А можно узнать, сколько людей приехало, откуда приехали? Да. Это вот, да, ну вот такие какие-то вещи, Организационные, касаются да. именно событийного туризма, понимаете? Вот с этой точки зрения. Потому что начинка у мероприятия может быть разная. Это и литературный может быть, и на всякие разные другую тему мы можем взять. Поэтому про это расскажите, как вообще? Вот. В основном, значит... Да, и как получается, каким образом организационная часть этого мероприятия проходит? Как вы приглашаете, там, рассылаете, где размещаете? То есть вся вот эта вот часть. Сейчас я расскажу. Я рассказала о маршруте, а теперь об организационной части. Значит, организацию проведения мероприятия мы берем на себя учреждением Усть-Вымская ЦБС. Проводим его в разных населенных пунктах в разные годы. Для этого организуем свой такой совет, которым прорабатываем рекламную кампанию. Ну, это громко сказано, мы обязательно публикуем информацию на сайте пресс-служба района, сайт учреждения нашего, рекламные афиши, с точным указанием, расписанием проведения фестиваля. Обязательно в этом вопросе нам помогают главы поселений, где мы проводим этот фестиваль, и районная администрация, потому что если мы проводим в городе или в каком-то другом большом населенном пункте, нам нужно обеспечение и дорожной безопасности, и безопасность общественного порядка. То есть служба автоинспекции нам тоже помогает. Я сказала, что это вот результат взаимодействия с Союзом писателей Республики Коми. То есть мы договариваемся с ними о времени, о месте проведения фестиваля. И вот большую работу, конечно, Союз писателей берут на себя, потому что они организуют приезд всех писателей и поэтов. Иногда к нам приезжают до 16, ну вот когда-то приезжало 16 писателей и поэтов. Ну а мы со своей стороны, значит, уже это мероприятие рекламируем на своей территории, приглашаем почти всех жителей нашего района, но пока, значит, слушателями поэтических чтений становятся жители тех населенных пунктов, в которые мы выезжаем. И сейчас уже приезжают не только из других населенных пунктов, потому что фестиваль, он завоевал некоторую популярность. О нем рассказывает наше республиканское радио «Коми-Гор» и публикует информацию в газетах, и республиканских, ну и, конечно, районных. Я ответила или еще что-то? Да. Лена Николаевна, я вас так беспокою.
прервала. Вы что-то еще хотите добавить? Ну, я хочу сказать, что это из такого литературного мероприятия потихонечку наше мероприятие, оно приобретает популярность, оно становится, скажем, больше, вовлекается в него больше количество слушателей. Еще я хочу сказать, что наверное, есть определенная выгода даже, может быть, и для малых индивидуальных предпринимателей, потому что Так организация событийный туризм, он как раз про это и есть. да, вот, но мы пришли к этому постепенно, потому что и некоторые гости пожелали приобрести какие-то, может быть, сувенирную продукцию, ну и потом организация питания. Мы были вынуждены обращаться к женщине индивидуальной, занимается индивидуальным предпринимательством для того, чтобы обеспечить питание. То есть вот для нее это уже реальная такая возможность получения выгоды. Пусть, может быть, на сегодняшний день небольшая, но у нас ведь и район небольшой. В рамках нашего района, я думаю, это неплохо. Для зрителей это, во-первых, встреча с такими известными, необычными людьми. Для писателей, литераторов это, наверное, получение каких-то впечатлений для своего творчества. А для нас это опыт проведения таких мероприятий довольно масштабных. Ну, я думаю, может быть, со временем он выльется еще во что-то более Да, интересное. здесь все ясно. Коллеги, есть вопросы к Елене Николаевне? Ну вот смотрите, коллеги, просто одно вот такое пожелание. Есть у событийного туризма есть определенные тоже форматы и технологии, да, и маркетинг, собственно говоря. Вот. Вот эту часть. Понятно, что это с разбегу с нуля, но у вас уже 4 раза это прошло, и 4 раза это уже было, и все это уже вызывает какой-то интерес и так далее. То есть вот, я думаю, что да, есть шансы это для небольшого района сделать хорошо. Спасибо большое. И, коллеги, у нас, да, молодцы. Из стендового доклада мы переводим в доклад очный. Васильева Дарина Сергеевна, библиотекарь отдела. Дарина Сергеевна, вот знаете, мне кажется, вы говорите, у вас нету презентации. Там же есть возможность, у вас же про портал открыть. Самого портала еще нет, я рассказываю про ясно, опыт хорошо. создания. Значит, библиотекарь отдела краеведческой литературы и библиографии Государственной библиотеки Югры. Доклад «Народный интернет-портал «Земляки» как основа для ностальгического и культурно-познавательного туризма». Послушаем. Ну, я думаю, на самом деле посредством нашего проекта «Земляки» можно развить любые виды туризма. Почему сейчас скажу? Вообще хочу сказать о том, что в библиотеках молодежь есть. Сейчас есть устоявшийся стереотип, что молодежь не идет в библиотеку, но на самом деле идет еще как. В нашей библиотеке, например, молодежи очень много, и у нас собралась инициативная группа из 8 человек, которая решила создать проект, который будет сплочать жителей нашего округа, Ханты-Мансийского автономного округа Югры. И мы придумали проект «Земляки». О чем этот проект? Этот проект о нас. Люди любят говорить в первую очередь не о событиях, не о достопримечательностях, а о самих себе и о других. То есть мы говорим друг с другом о других в том числе. Поэтому наш проект «Земляки» о людях, которые окружают нас. То есть это не только легендарные личности, которые есть в книгах, но и те люди, которые живут среди нас. Это наши соседи, это наши друзья, это наши знакомые. Итак, поэтому наш проект, изначально, как вырос интернет-портал из регионального проекта «Земляки», это у нас настоящие современники, наши герои нашего времени, и прошлое, легенды Югры. Наш проект мы решили реализовать на офлайн-площадке и онлайн. Онлайн – это социальные сети, Facebook, Instagram и ВКонтакте. Основная площадка ВКонтакте, где мы размещаем посты о современниках, то есть мы рассказываем о жителях, которых большинство, конечно же, не знает, чем они занимаются. Мы их поздравляем с праздниками. Ну и, конечно, легендарные личности мы рассказываем о наших земляках, которые внесли значительный вклад в историю округа. Это работа нашей онлайн-площадки. Помимо этого, мы, конечно, на ней развиваем и рекламу. Мы работаем над SMM, по крайней мере, мы на начальном этапе. Работает у нас этот проект уже год. Итак, офлайн-площадка, мы организуем мероприятия. Это у нас
квартирники в первую очередь, ну, которые, понятное дело, набирают большинство аудитории. Это лаборатория успеха, где у нас приходит земляк, который рассказывает о своем успешном опыте создания чего-либо или проведения и делится рецептом успеха. И также это постистория. У нас есть ведущий философ, который устраивает ток-шоу без телекамер. Приглашаем, опять же, современника, который формирует историю нашего округа. И в формате ток-шоу они беседуют о жизни нашего округа, о будущем его. И в этом формате, еще раз повторюсь, мы работаем уже год практически. 5 апреля вот как раз год пройдет с нашего брифинга перед СМИ. Мы считаем, что проект у нас довольно успешный. Почему? Потому что мы решили перенести его на интернет-площадку. Это и есть тот самый народный интернет-портал «Земляки», который, суть его главная в том, что у нас туда заносится база земляков, как легендарных, так и современников. И страницы будут сделаны по подобию страницы Википедии. Все мы знаем, как видеть страницы Википедии с активными ссылками. Вся эта база, она зафиксирована в карте, интерактивной карте региона. Мы ее уже, так сказать, запустили на стадию создания, то есть мы подписали уже договор с веб-студией. Я, наверное, не сказала, что мы выиграли с этим проектом в конкурсе фонда президентских грантов, что нам позволило вообще его сделать, в будущем уже, так скажем. Какая сумма? Именно на портал у нас порядка 300 тысяч. А на проект? На сам проект 500. То есть у нас туда входит еще... От кого подавали? От НКО. Дело в том, что у нас не было НКО своего, но у нас образовалась вот совершенно недавно библиотечная ассоциация Югры, чему мы очень рады, потому что теперь мы сможем наконец-то свои проекты продвигать. Я считаю, что это очень большой шаг в сторону именно грантовой поддержки, приобретения ее. Потому что это сейчас очень важно. Деньги в основном берутся от грантов. Остальная сумма у нас переведена на различное оборудование. Это камера, например, то есть мы будем записывать ролики для портала, кресла, мешки, понятное дело, для мероприятий и так далее. Потому что у нас еще в проекте второй грант на фестиваль, то есть уже на событийный туризм, а сейчас у нас культурно-познавательный ностальгический. Так вот, к чему это я? У нас есть интерактивная карта, в ней 3 слоя. Первый слой – это земляки, непосредственно сами вот эти страницы Википедии, скажем так. Второй слой – это достопримечательности, а третий слой – это события в истории. Как мы понимаем, несложными вычислениями все эти слои связаны между собой. Да, то есть активные ссылки будут активными только в том случае, если они переводят на объект другого слоя. То есть если мы заходим на страницу нашего нефтяника-геолога Салманова, то мы можем перейти на активную страничку, что он нефтяник, и нам покажут, например, всех нефтяников. То, что он работал, на месторождении определенном, мы щелкаем на это месторождение, нам показывают само место. И событие – это, разумеется, открытие вообще нефти в Югре. И, опять же, там все связанные люди и достопримечательности с этим событием будут. И сама характеристика события. Понятное дело, что на сайте еще будут анонсы наших мероприятий, но мы все-таки основываемся на социальных сетях, потому что мы считаем, что в социальных сетях продвигаться намного легче, чем на сайте. А также в базу можно перейти не только с интерактивной карты, но и просто с вкладки. Так, про мероприятие сказала. Самое главное не сказала. У нас все, скажем так, на немножко общественных началах, на волонтерстве. Это, понятное дело, поощряется.
Из 23 муниципалитетов мы уже подписали договоры с 13, то есть в каждом муниципалитете будут свои кураторы, редакторы групп ВКонтакте, которые будут их вести и рассказывать о своих земляках. Потому что, понятное дело, мы одни как центр, 8 человек, мы не сможем обработать все страницы всех людей, достопримечательностей и так далее. Поэтому мы делимся, но на самом деле больше половины муниципалитетов – это очень-очень хорошо. Будем ждать остальных. И вот прямо сейчас мои коллеги уже начали работу. Со вчерашнего дня мы с ними ВКонтакте, потому что уже задают муниципалитет вопросы. Скоро у нас планируется вебинар по ведению как раз-таки групп ВКонтакте. Вот. Ну и вы знаете, отклик действительно есть. Действительно люди комментируют записи о своих земляках. Кто-то узнает своих родственников, кто-то узнает своих далеких родственников, которые, ну, очень далекие, скажем так, из других городов пишут, из других муниципалитетов, пишут нам в личные сообщения, предлагают своих героев, то есть действительно своих родственников, своих соседей. И это очень приятно. Советуют также нам героев на проекты, ну вот на наш проект офлайн, чтобы с ними встретиться. И это не может не радовать, что действительно люди вспоминают о своих корнях, вспоминают о своей исторической родине, и им это действительно интересно. Им не все равно, вот, чем они живут сейчас. И поэтому я считаю, что наш проект действительно полезен для наших земляков. Спасибо большое. Коллеги дорогие, Дарина Сергеевна, спасибо. Мы рады, что удалось вас услышать. Так, у нас... Да, давайте. Да, Да, конечно, у персонал нас будет подписано соглашение, но видите, сейчас у нас на самом деле все еще в процессе создания, то есть я работаю с веб-студией, мы еще только пишем этот самый портал, и, конечно, туда входит и соглашение о неразглашении персональных данных. Не о неразглашении, а о согласии вам надо, о размещении. Да. Это понятно. Нет, конечно, мы будем связываться с родственниками, если человек уже не с нами, будем связываться с современниками. Я думаю, что здесь нужен вообще хороший юрист этому проекту, У нас правда? есть юрист, у нас все с этим в порядке. Вообще это серьезно. Так, Да, коллеги, у конечно, нас понимаю. буквально вот минута осталась, потому что мы должны ехать в театр. Вот, я хочу вас поблагодарить за такую работу. Я считаю, что она получилась насыщенной. Вот. И по поводу целей, по которых, вот зачем мы это все делаем. Понятно, я позволю себе такую реплику, что там почти половина сообщений, но, может быть, чуть меньше, к туризму имела такое слегка притянутое за ушки отношение, правильно? Вот, а говорят о целях, о том, зачем мы это делаем, да, есть несколько моментов. Есть библиотечная, ну, корпоративная цель, зачем это нам надо. Есть цель, которая есть у наших учредителей, развивать внутренний туризм, и здесь библиотеки могут быть полезными. Есть цели, которые возникают, которые мы преследуем, занимаясь этой деятельностью, имея в виду наших туристов, пользователей наших, потребителей этих услуг и продуктов, и партнеры. Вот, то есть там цели, может быть, не может быть одной единственной правильной цели для каждой библиотеки, потому что каждая существует в своем контексте, в своем конкретном историческом периоде, со своими там ресурсами, кадрами и так далее. Вот, всех любим, ездите на краеведческие семинары, еще объявление одно небольшое, да? Да. Уважаемые коллеги, от лица принимающей стороны, да, от площадки я всех благодарю за плодотворную работу. И вот как сказали уже, что первая, да, наша первая библиотечная лаборатория, какие-то доклады, какие-то сообщения имели такое, ну, относительное отношение к теме. Мы очень рассчитываем, что наша площадка станет постоянной.
что библиотечная лаборатория по теме краеведения и туризм следующая также состоится. На нее я вас сразу приглашаю. Информацию, как только мы соберемся с силами ее организовать, как только будет ясно, когда она будет, конечно же, вам всем пришлем. Милости просим к нам на Коми-землю в город Сыктывкар, в Национальную библиотеку Республики Коми. Всем огромное спасибо за то, что вы приехали, за то, что интересные доклады прочитали. А теперь все потихонечку одеваемся. В 6 часов отходит автобус от библиотеки в театр на концерт Асьякы.